Ты приехал, мы встретились и, короче, делаем. Погнали. Посмотрим твое жилище. У тебя сегодня имидж злодея. Литвин сказал, челлендж домработницы. Нет. Его просто бы кто-то отпил бы, и все. После стрима с Моргенштерном я потерял свою цель в жизни. По барабану на чувства его девушки. А есть что-то важнее хайпа? Это была реально любовь. Я за ней прямо на улице следил. В Брулетову ты влюблен не был. Я хотел ей подарить Бентли. Полковник Бустеренко. Генерал Куколдини. Давай на Делару сыграем, на. Просто замахивай. И я ей показал, что такое импульс. Поступок мерзкий. Показать, что деньги решают, хайпануть, стать успешнее. Задержат, повезут в отделение. И там уже да будет свет, да нет. 20 миллионов. В окно выкинул, в толпу. Купить Бугатти. Пошла возня. У Олдемана исход всегда один. Блинк – это твой мир, твоя карта, твои друзья. И не просто друзья. Смотри, кто куда едет и где тусит. Чтобы собираться вместе без лишних слов. Блинк – все друзья на карте. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Вася, Коля, вписка. Привет. Здорово. Собственно, животрепещущий вопрос. Когда мы летели к тебе сюда, на Кипр, ты вышел на стрим и сказал, что не будешь давать интервью. Почему? Я сказал, что хочу переместить дату интервью, но это говорило во мне лень, все слабости и так далее. Зона комфорта, в которой я привык сидеть. Поэтому ты приехал, мы встретились, и ты меня забайтил, чтобы я вышел из нее. И, короче, делаем. Погнали нахуй. Let's Go! Вот так. Сука. Давай попробуем для начала разобрать весь твой успех. Давай начнем с бритья голов. Это была вирусная достаточно тема, которая широко обсуждалась. Ведь эта идея не новая – брить головы. Вы еще с тем же Мираном промышляли этим. Тема с бритьей голов началась у меня еще со стримов примерно 19-18 года. Сидим с друзьями, да, там выпиваем, проводим прямой эфир, там сидим с девушками, и заходит разговор, что, например, что-то должен кто-то сделать. Но чтобы человек это реально сделал и сдержал свои обещания, мы говорили, очко ставишь, ну типа жопу. И, короче, если он ставил жопу свою и это не выполнял, то он брил голову на лысо. Проще расстаться, конечно, с волосами, чем со своим очком. Не, в жопу никого не ебали. Ну, слава богу. Конечно, ты чего? А почему эта идея воскресла сейчас? Как-то вот я сидел, у меня появились деньги, я выиграл, например, в казино. И я увидел, что у меня падает немного онлайн на стримах. То есть, количество зрителей. И хотелось как-то его немного приподнять. И в чате у меня аудитория писали, типа, ого, зайдем к стримерам на Twitch. И что-нибудь поделаем. Я просто понимал то, что я закину всего лишь один раз сумму денег, он побреется, во-первых, он будет лысым несколько месяцев, и вся его аудитория будет спрашивать у него, почему ты лысый, и все будут упоминать меня, например. То есть это некий хайп. А вообще, вот как ты сам вот этот акт видишь? Это просто рофл? Или вот человек, который берет деньги, например, у тебя, вот Хесус, берет деньги, это какой-то зашквар для него. Почему? Продает свои волосы за деньги. Это дает контент и самому стримеру, то есть какая-то обсуждаемость, почему ты лысый. Я считаю, что это не унижение, тем более я платил достойные деньги за это. Меня вот что удивило, то, что ты заплатил ресторатору за то, что он побрился. Ну, он так провел половину Лысый? своей медийной карьеры лысым, конечно. Но это очень смешно. Не, я ему, кстати, еще 30 тысяч рублей закидывал вроде бы на то, чтобы он выпил виски какой-то. И, короче, он выпил, сразу обрыгался. А мы договорились, что он рыгать не будет. Короче, что-то, блядь, что-то не пошло на сообщение после этого. Но были ведь и те, кто отказался бриться. Кто? Например, Братишкин. Да, кстати, вспомнил. Я предлагал ему, если не ошибаюсь, 20 миллионов рублей, за что он побрился, и он меня, так скажем, вежливо отшил. Послал. А как ты это воспринял? Никаких обид там нет, ничего. Я понимаю его, допустим, мы абсолютно разные, допустим, с ним. Там, я там бухаю, там, что-то играю в казино, там, с девушками сижу, там, общаюсь, там, грубо, хуй показываю. Вот, а он такой адекватный, сидит, играет в игры. Плюс, я думаю, что он это сделал для того, чтобы еще, проявить какую-то гордость. То, что он не продался, что он, в общем, крутой чел. Вот его отказ, он в тебе вызывает больше чувства респекта, что он вот даже за 20 миллионов, а это ни хера себе деньги, отказался? Или скорее, идиот? Такие бабки тебе предлагали, а ты... Если между идиотом и чувством уважения, то чувство уважения. Мне, возможно, показалось, что он немного высокомерный. Типа, как-то реально за 20 миллионов рублей не постричься. Но в любом случае это его выбор. Мое дело предложить, его дело отказаться. А кого в моменте тебе сильнее всего хотелось лишить волос? Если бы, например, мы бы запустили прямой эфир, Да. позвали бы Дрейка,
и чтобы я ему сам побрил бы волосы, я бы ел. Точно. Как думаешь, сколько бы это стоило? Либо очень большие деньги, либо за респект. Очень большие деньги, это примерно, там, я думаю, если это говорить в цифрах, миллионов 8-15 долларов. Ну, типа 700-1,5 миллиарда рублей. Вот он бы реально за столько побрился. Он бы не побрился бы за 2 миллиона долларов. Он за $1 миллион только подписался на меня в Инстаграме. Так что, Ну о да, чем тут говорить? суровые деньги. Да, но, кстати, еще по поводу Дрейка хочу заметить, что когда я веду прямые трансляции, он изредка, но до сих пор заходит ко мне на стримы и реально со своего официального аккаунта с галочкой пишет комментарии, мы даже общаемся, как-то шутим. Он даже как-то пообещал, что когда-нибудь на своем самолете прилетит ко мне, короче, и мы там поедем что-то там. А ты готов был потусить? Тебя не пугает это? Меня пугает только то, что я не знаю английского. Вот, и было бы немного стыдновато с ним общаться, ну, сам Через понимаешь. переводчика, да? Не очень. Да, через кого-то. То есть я бы даже не смог бы, например, с ним вдвоем просто там пройтись по улице или пойти, допустим, в клуб или там посидеть даже там за столом, потому что через Google Translate общаться, зашквар полный абсолютно. Идем дальше. Разбирать вот твой успешный год. Легендарные челленджи. Собственно говоря, идея которых принадлежит Литвину. Все так, да? Верно. А почему ты просто взял его идею, иксанул сумму, а не придумал, например, не знаю, свои челленджи? У меня цель была вот последние там полгода просто развиваться. Просто хайповать и так далее. Более-менее не совсем грязным хайпом хотя бы. В этот момент Литвин объявляет о своем конкурсе. И первая идея, которая мне пришла в голову, а почему бы мне вот просто все то же самое не сделать, учитывая, что у меня денег больше было, и просто иксануть в 15 раз выплату за те же самые действия. Он мог хайпануть только тем еще больше, если бы перебил бы мои прайсы. Но он в нашем интервью сказал, что он нищий. Он сказал, что ты предложил просто безумные деньги. И у него, в принципе, на тот момент не было даже тех средств, которые он предлагал в качестве вознаграждения. Ты на слово всем веришь? Я нет. Но я думаю, у него были деньги. Допустим, в последнем интервью он же любую тему про деньги как бы старался заминать. Он не хочет вообще про это говорить. Не замечал? Как и многие. Как и многие. Так. А я открытый. Хорошо. Но, слушай, в любом случае у него такое количество просмотров, подписчиков, там, бизнесы. Вот он говорил, что он там только спустя там, 3-4 месяца отдал 10 миллионов рублей долга. Ну ладно, как бы у меня нет никаких пруфов, но я лично в это не верю просто. Лично я. Но в тот момент, когда ты перебивал вот эту ставку, у тебя были внутри сомнения, что, это, возможно, нечестно? А в чем заключается нечестность? То, что ты крадешь идею. Я за нее заплатил в 15 раз больше. На мой взгляд, Так. это здоровая конкуренция. Так. Я же даже не пытался еще там говорить, что это все я придумал, я там, такой крутой. Нет, это придумал все Литвин. Я просто слезал один в один, умножив сумму на 15. Мне это показалось каким-то величайшим подъебом. Просто, блядь. А кто еще так делал? Я даже увеличил не в 2 раза, а в 15. Ты понимаешь, что такое, например, когда он предложил 10 миллионов рублей за подписку Мистера Биста, я предложил 150 миллионов. Это жестко. А ты думаешь, подписка Биста стоит 150 миллионов? Нет. Но хайп того стоит. Хайп того стоит. Конечно. Ты понимал, что после того, как ты перебил ставку, все пойдут выполнять именно твои задания, а не его? Вероятнее всего, да. Показываю то, что деньги решают немножко больше, чем все думают. То есть ты хотел показать, что деньги решают? Показать, что деньги решают, хайпануть, стать успешней. Да, я всего это хотел. Тебе нравится вообще контент Литвина, который он делает? Вот ты его как контент-мейкера уважаешь? Не то чтобы уважаю, но прикольно на самом деле. Такие вещи, у меня бы духу не хватило подходить к людям на улице и доебаться, например, до них, понимая, что они имеют полное право разбить мне ебало. Я делал что-то подобное, и даже, может быть, жестче, но, по крайней мере, я делал у себя дома. Так. То есть я не выходил за эти рамки, то, что я вышел там на улицу, доебываю до незнакомых себе людей. Я могу доебываться у себя на стриме до людей, которых я знаю. Или тех, которые у меня дома хотя бы, блядь. Потому что я на своей территории, у себя дома, я могу себя вести вот так.
А вот на улице я бы, наверное, не смог. Реально. Заглядывание в чужие шкафы – важная часть айдентики вписки. Брендовыми вещами любят прихвастнуть все – блогеры, рэперы, стримеры и даже отец показывал свой гардероб. Это тремпель! Сам я не то чтобы жесткий шмоточник, но за стильком стараюсь следить. Вещей у меня много, поэтому мы со стилистом даже сделали их каталог, чтобы, во-первых, в них не путаться, а во-вторых, докупать то, что необходимо. Сейчас я покажу вам луки, в которых точно появлюсь на вписке. Все эти вещи я заказал с помощью usmall.ru. И приехали они за 10 дней. Это большой маркетплейс, который выкупает товары в американских магазинах и по их же ценам. Поэтому многие, в том числе ушедшие производители, могут стоить там до 30-40% дешевле, чем в российских магазах. На US Mall огромный выбор брендовых кроссовочек, вроде Nike и New Balance, фирменной одежды от US Polo, Tommy Hilfiger и тысячи других. Тут даже продаются товары для здоровья с американского iHerb. И самое главное, все вещи оригинальные, а расплатиться вы за них можете российской картой. Если при доставке что-то пойдет не так или вам придет брак, US Mall полностью компенсирует ваши затраты. Как всегда, ловите подгон. Промокод со скидкой до 27% на все категории, как на новые, так и на повторные заказы. Он в описании. Скачивайте приложение по ссылочке в описании или по QR-коду на экране, вот он здесь. И заказывайте брендовую одежду, кроссовочки и товары для здоровья из магазинов Америки на usmall.ru. Литвин сказал в интервью, что если бы он крутил Бурмалду, то ты бы мог стать его домработницей. И стоит мне на сегодняшний день спуститься в ту же преисподнюю, то вполне вероятно, Мустрой может стать моей домработницей. Как ты отреагировал на эту фразу? Ну, это очевидно, что у него есть обида, потому что, к примеру, даже вот если вернуться к этому челленджу, Мистер Бист на меня подписался первый, и весь хайп с подписки Мистера Биста забрал, честно говоря, я. Если бы интервью я дал бы первее его, и аналогичную фразу слово в слово произнес бы в его адрес, он бы уже стоял под отелем, записывал бы сторис, кричал и плакал, говорил: выходи, давай я тебе разобью ебало. Отвези слова. Но он все-таки позволил такую хуйню сказать. Учитывая, что, в принципе, я не помню, чтобы я что-то подобное в его адрес говорил. Пошел бы с ним встречаться? Нет. Ну как? Не, мы могли бы встретиться, но в плане драк нет. Вообще никак. Вот гипотетически происходит ваша встреча, ну, например. Если мы случайно где-то видимся. Да, вот случайно вы увиделись. Какой, думаешь, был бы разговор у вас? Визуализируем ситуацию. Мы с ним видимся, здорово, что там говорил, это. Я ему говорю, вот, это я сказал, да, и так далее, допустим, слово за слово. Он бы сказал мне: что ты на Я бы ему сказал: ты на Я бы, допустим, ему грубо бы ответил на что-то, и он бы меня бьет в ебало. И, например, сломал бы нос или челюсть. Чем это закончилось? Ну, он бы отдал бы своим здоровьем бы это, то же самое. Если не хуже. То есть ты бы охрану попросил? Да почему это охрана? Не, охрана — это люди, которые в данную секунду отвечают за безопасность. В целом, можно бы рофла ради конкурс устроить, было бы веселый, на Литвина. Блин, подожди. Ну ладно, я шучу, конечно. Ты же, Короче, если бы он, к примеру, просто не с первого бы меня ударил, так, что-то бы сделал, ладно, просто говорить, я бы его отпил потом. Его просто бы кто-то отпил бы, и все. Мне очень сложно, во-первых, представить, что у вас бы на такой бычке сразу начался разговор. Слушай, да я бы с ним общался бы нормально, кстати. Не было бы какой-то бычки, блядь. Потом мне очень сложно представить, что Литвин просто, если бы ты сказал, ты чё, он бы тебя ударил. Может быть, он бы немножко нервничал, перед началом разговора. Плюс эмоции бы подпрыгнули. Его знаю с других сторон, наверное. Потому что у вас нормальное общение сложилось. У нас вообще никакого не складывалось. И не было его вообще от слова совсем. Мы просто пиздим друг на друга у тебя на интервью. Ну да. Вы здесь друг на друга у меня на интервью. Что за бизнес, сука? Плаки-плаки. Что за бизнес, сука? Нормалдаки. Не будем мы делать вид, что только что мы пришли к тебе в жилище, потому что мы тут часов 12 уже записывали. Было темно, стало светло. Была глубокая ночь, уже, день.
Да. Это жестко. Ну давай все равно осмотримся, посмотрим твое жилище. Мини-бар со стаканами, какой-то посудой и принадлежностями. Вот вилки, ложки, там ножи. Это пиво тут уже лежит с самого начала заселения. Это мое рабочее место. Тут я стримлю. Стримлю, получается, вот все это время. Купили кресло, чтобы, блядь, спина не охуевала. Тут вот эта камера такая. Камера дорогущая у тебя. Вкусная, да, вкусная. Она стоит полмульта, правильно? Ну, камера где-то 1500 рублей стоит, да. Семки? Семки обязательный атрибут. Ну, просто семки, духи, книга, нахуй, искусство войны. Это что это тебя заставляет читать «Искусство войны»? Не, я еще год назад хотел ее прочитать. Ну пока я так и не дошел до этого. Пока даже не открыл. Туда, я ставлю кальянчик. Я же обычно там стримлю. Ага. Кальянчик, бэм-бэм, дэм-бэм. А почему ты подсел на кальян? А на самом деле реально расслабляет. Ну, как бы как курение. Кстати, но что примечательно, я в реальной жизни вообще, то есть, какие-то там сигареты, HQD, вообще ничего такого не курю. То есть кальян, да, могу вообще там не курить там долго, блядь. Могу там месяц не курить. Могу месяц курить каждый день, по 5 кальянов. Сейчас стал аккуратнее к этому относиться. Стараюсь не более 1 кальяна в день. Ну, стараюсь, блядь. Холодильничек у тебя стильный достаточно. На изи. Что там внутри? Ну, тут возня ебаная. Это, типа, чаи, ну, это нормальная, типа, отельная движуха. Типа, такие холодные напитки. Какая-то бочка с квасом, которую мне там мать принесла, блядь. Тяжелая артиллерия, да, наверху? Ну, наверху тяжелая артиллерия, да, там какой-то вискарик. Чивос 25-летний. Нет, да Брал практикуешь. Союз. Не, я в основном чивос 18-летний пью, да и все. Ага. Ну, как сегодня, например. Возвращаясь вот к этой теме твоих челленджей, у тебя есть цена? Вот есть цена у Малстроя? Например, вот что сделать? 1 день челлендж домработницы. Нет. Нет. Ну, даже вот закинь мне там 5 миллионов баксов. Нет. Гордость или гордыня? Гордость? Принцип какой-то. Просто, нет. Ты чё? Просто понимаю, что там всякое может быть. Типа, эту роль занял уже я. Тебе передавали приветы Мбаппе. Hey, Miss Troy, Killian here. Just want to say hello to you. Hope everything is okay. And I hope to see you soon. Нифига себе. Дрейк. Да? А на тебя подписался Мистер Бист. Твое имя появилось на Эвересте, насколько я понимаю. Правильно? Какую ачивку из всего этого ты считаешь главной? Эверест и приветы от футболистов. Я просто понимаю, какой-то риск для людей. Ну, блядь, это жестко на самом деле. Я бы не смог бы так. Забраться вот на эту вершину, да? Не, у меня бы не хватило духу просто. Да, конечно. Это же риск прямой жизни, блядь, по сути. Поговорим про неудобные для тебя ситуации. Самый резонансный случай – это история вот этого 13-летнего подростка из Литвы, который записал привет от президента. Draugė, koks vardas? Melstroj. Melstroj. Nu, tai sveikinu su kuom? Su gimtadieniu ar su kovo 11-ąją? Su kovo 11. Su kovo 11-ąją. При этом ты решил не выплачивать ему 2 миллиона. Давай так, наверное, на 40% привет был реально хуй. Так. На 60% я тут обосрался с тем, что я не объявил об этом конкурсе в текстовом виде. Я просто на стриме, тогда еще пил вино, сказал, что дам 2 миллиона баксов за видеопривет от президента. Я хотел, что, какой-то видеопривет, типа, там, знаешь, из кабинета, чтобы реально договорились, чтобы человек даже знал, типа, кому там передает привет. Ну, как-то вот, пиздец, меня просто это не устроило. Но я понимаю, что, блядь, тут, да, такой момент, на самом деле, спорный, блядь, прям. Понятно, что он там поздравлял тебя с праздником, или он спрашивал, с днем рождения его поздравить или он нет. поздравил вроде меня с этим, каким-то 11 мая, блядь. Да, с национальным праздником. Да. Но, как было озвучено тобой, привет от президента любой страны, 2 миллиона долларов. По факту условия были соблюдены. Угу. Да. То есть они могли тебе не понравиться, но условия были Они соблюдены. могли не понравиться, но, получается, это моя ошибка, что Да, я... ты сам ошибся. На твой взгляд, это больше похоже тогда уже на отговорки с моей стороны, да? Ну, конечно. Получается, вот, блядь, я по 100 тысяч долларов только скинул. Получается, ошибка моя. Твоя. Значит, мы сделаем так, что оставшийся лям 900 придется выплатить. Просто потому что ошибся я, но видеопривет мне действительно не понравился. И я вроде бы как бы пытаюсь свою точку зрения доказать, что типа, блядь, ну реально видеопривет же хуйня, типа, кидывали ляма баксов и так далее. Я не про это говорил, я не этого хотел. Но с другой стороны, учитывая, что я сам не сделал пост, блядь, вот с четкими условиями, чтобы просто никто даже не спорил. Честно говоря, где-то в душе, в глубине души, я понимаю, что я что-то тут не прав. Поэтому
Да? Тогда докину. Получается, 900. Действительно, этот шлейф, типа то, что я наебал, типа, блядь, ну, реально. Я уберу, в общем, его. Просто когда я выплачиваю такие деньги, нужно это реально как-то подтвердить хотя бы текстом, потому что просто так на стриме позаносить, ну вот за эту ошибку я заплачу. Вот этот пацанчик, который взял президента, вот этот привет, он столкнулся с хейтом. Ну, ни хрена себе. Президент передает стримеру, который казик рекламит. Президент страны. И они сказали, ты что, добро не отличаешь, хорошее от плохого? Во-вторых, его в школе начали подумать, что, малостроить техни, ну, лох ты. И у пацана тоже как-то репутация подпортилась. У него какая-то семья обычная, плюс-минус. Он хотел их перевести, знаешь, в роскошный дом уже, нафонтанировал. Ну, будущую жизнь, которую там, раз малострой ему подарил за вот такой челлендж. И эта жизнь исчезла. Примерно. Нет, не исчезла. Нормально. Не исчезла. Будет все нормально. Да, все нормально. Я уже сказал, подтверждаю, что все будет нормально у него. Вопрос, который волнует всех. Что ты будешь делать, Василий, если YouTube в России окончательно заблокируют? Ну, лично я отправлюсь на пенсию и займусь тем, что очень давно откладывал. А именно видеоиграми. И конкретно GTA 5 RP. Погнали! GTA 5 RP — это самый масштабный проект во вселенной онлайнового GTA. Каждый день в игре присутствует более 40 тысяч пользователей одновременно, и все они отыгрывают свои уникальные роли и образы, которые создают сами. 13 сентября проект отметит свою 5-ю годовщину и в честь этого приготовит множество крутых активностей. А для наших подписчиков мы приготовили бонус. Регистрируйся на любом игровом сервере и используй промокод «Вписка». Вот здесь он появился на экране. Промокод дает 12 500 игровой валюты, а также VIP-статус на 10 дней, который открывает премиальный контент. Кстати, не волнуйтесь вы так, мы все равно продолжим снимать «Вписку». Ведь это можно сделать прямо здесь, в GTA 5 RP. Где-то в этом мире обитают Булкин, Хованский, Джаспин, Мармок и даже Саня Зубарев ошивается где-то здесь, на этих игровых серверах. Ну, он-то точно Strawberry, та еще клубничка. Можно сказать, что вот эти челленджи вывели тебя на пик популярности. Как ощущается пик в твоем случае? Ужасно. Реально, просто ужас полный. Мне, с одной стороны, конечно, приятно, когда там узнают на улицах, даже когда я, допустим, сижу сейчас на Кипре, подходят даже дети, подростки, мужчины, женщины, даже возрастов таких, ну, нормальных, там, 30 плюс 40 лет. А это иностранцы в основном? Тут да, тут русских довольно мало. Если есть русские, сразу узнают. Но это неспокойная жизнь. Вот из-за этого нужно выходить с сотрудниками охраны. Из-за этого мне не хочется даже, честно говоря, выходить на улицу трезвым, блядь. Типа потому что взгляды, я не люблю собирать взгляды. Я бы никогда в жизни бы, наверное, не смог выступить на концерте. То есть, ну, чтобы на меня люди смотрели, там, 10 людей, или 2 людей, или 1000 человек. Ну, я бы не смог, я бы убежал бы. На камеру это одно, знаешь, когда ты сидишь дома один, там, ты смотришь, какая цифра, и все. Как ты думаешь, вот твой пик, он прошел, или ты сможешь забраться еще выше? Все зависит исключительно от моих действий сейчас. Я, на самом деле, скажу, что для меня тоже было очень необычно сейчас сидеть, согласиться на интервью. Вот. Я вышел из такой очень серьезной зоны комфорта для себя. Но я понимаю, что вот благодаря этому интервью это поможет мне выйти из такой апатии, в которую я сейчас себя загнал. Потому что онлайн у меня сейчас просели, популярность немножко проседает. Потому что все это время я как бы сидел, играл там в разные RPG-игры. Ну, там я могу сидеть, играть там 15 часов без перерыва, просто там вставая со стула, максимум там сходить в уборную, перекусить. Ну, то есть какой-то дичайшей апатии. Я не назову это депрессией, потому что депрессия — это вообще ужас. Вот, апатия, это произошла. Почему? Блять. Ну вот я был на пике хайпа, у меня были там онлайны по 100 тысяч, да, было очень много денег и так далее. И сейчас это все начало пропадать, я переставал чувствовать вообще полное какое-то удовольствие от жизни. Мне приходилось, например, всегда выпивать, чтобы просто хоть какой-то кайф от жизни почувствовать. Потому что на трезвую я просто разочаровался в людях, во всех.
Просто во всех и все. Разочаровался в себе, потому что я такой же человек, как и все остальные. И я чувствую свои пороки, свои слабости. И у меня с этого больше еще бомбит самого себя. Нет причин радоваться в жизни просто. Так, подожди, а тебе радость только онлайн доставлял? И все вот цифры сами? Я покопался у себя в голове, и, как я примерно понял, после стрима с Моргенштерном я потерял свою цель в жизни. Потому что я побил этот онлайн, эту цель, учитывая, что я стримлю последние 8 лет, если даже практически 9, и максимальный перерыв у меня был 2 недели, реально, то есть, действительно плотные everyday стримы, и вот этот стрим с Моргенштерном на 700 тысяч зрителей, там был пиковый, там, или 740, там, 720. После него я абсолютно полностью перестал кайфовать от каких-либо цифр онлайна у меня на стриме. То есть даже после этих стримов у меня был онлайн там 100 тысяч стабильный, когда я стримил, сидел один. Но я просто стримил грустный нытик хуйсос, потому что я не получал никакого удовольствия от этого. Тот же Бустер говорил, что онлайн был накручен. Это не настоящие цифры. Я знаю. Откуда ты знаешь? Просто есть люди у меня, которые, условно, там стримят на Твиче, а потом заходят на Кик, и у них онлайн типа 1 зритель, как 9 на Кике делается. То есть реальные цифры были там на уровне 100 тысяч? Я думаю, 1200 там реально будет. Может много чего говорить. Он говорит, вы видели чат? Но чат не был таким активным для таких цифр. То есть там должно было вообще все лететь. Смотри, казино не должно бы. Вот, допустим, я взял тогда 5 казино за один стрим. И каждый заплатил по 100-120 тысяч долларов мне просто за трансляцию. Я еще не говорю конкретно про стрим с Моргенштерном, там был вообще пиздец. Если бы у меня был бы онлайн реально накрученный, казино бы мне столько денег не платило. Объясняю логику казино, возможно. Это действительно большое событие, да? То есть ты, который находится прямо на пике популярности, к тебе приезжает Моргенштерн. Моргенштерн — это, наверное, главная поп-культурная звезда 20-х годов. И вот у вас такой тандем. Много кто хотел просто на это посмотреть. Это типа мое лицо и его рядом, и как-то вот большое что-то. событие. Плюс большой гонорар у него за участие. То есть его выписали как большую звезду. $1 миллион, да. И, конечно, если вокруг этого еще будут огромные цифры, то для казино это только в плюс. Я скажу уверенно, что я или по моей указке, или по моему желанию никто никогда не крутил. Это точно. Как это прям доказать, я реально не понимаю. Поэтому я особо даже за это оправдываться не хочу. Если брать конкретно тот стрим с Моргенштерном, то, кстати, я просто скажу даже, допустим, цифры, которые заплатили. Ты знаешь, сколько за тот стрим мне дали денег на игру в казино? Миллионы долларов. 3 миллиона. Я Моргану дал 1 миллион изначально. Он уже ехал, и я начал договариваться с казино. Договорился на 3200. То есть, я, по сути, в плюсе, да? Но эти бабки, они мне начислили на баланс, и я их проебал в том же стриме. Когда мы постримили, закончили стрим, я Моргану говорю, парни, 3 ляма зелени за этот стрим мне дали, проехали. Они удивились. И потом мы планировали стрим на рыбалке. И, короче говоря, месяц назад, наверное, он мне пишет, что, я не извинился перед Лизой за этот вопрос, его девушкой. Ты не обижайся, если что. Это просто вопрос. Брат, будет сложно меня обидеть. Постарайся. Хорошо. Почему твою телку ебал жирный дед? Следующий стрим будет стоить тебе $3 миллиона со мной. Я что-то прямо охуел вообще. Он говорит реально $3 миллиона, я должен ему заплатить, чтобы, допустим, с ним встретиться и просто постримить. Что-то обидно стало даже. Не проще было извиниться? Он же готов бы был и бесплатно с тобой, наверное, Слушай, постримить. я ему предложил такой вариант, давайте встретимся, просто поговорим. Если Лиза мне объяснит, я перед ней прям в жизни извинюсь. Не на камеру, блядь, просто скажу, реально там... А тебе тяжело, да, сказать это слово? Нет. Но если я не прав, мне не тяжело. Они так не захотели. Да и смотри, в чем сюр вообще. Так. Мы сидим на стриме. Я даже говорю Алишер, только не обижайся. Я что-то такого сказал. То есть я даже прогрел, предупредил, что вопрос будет колкий. И он на уверенных щах сидит такой и говорит, да, блядь, ты меня хуй заденешь вообще. Ты хер меня заденешь. И как-то этот вопрос он, возможно, не ожидал про деда. Но ты же понимаешь, что это было очень грубо сформулировано. Я понимаю, да. Это грубо было. Очень. Но с другой стороны, она же сама, Лиза, пошла на какое-то интервью и рассказала, что я ебал жирный дед. Изнасиловал. Подожди. Пи***нула сейчас слово к женщинам применила? Я шучу.
изнасиловал. Но прикинь, человек пережил насилие. То есть, скорее всего, это, если это действительно было, как она говорит, то это будет преследовать ее, ну, как травма долгие годы. А это говорит о том, что я поддерживаю изнасилование? Нет, не говорит. Но в такой формулировке это говорит о том, что ты обесцениваешь эту ситуацию и иронизируешь над ней. Возможно, да. Возможно, это звучало с какой-то иронией, наверное, там. Ну, без какого-либо чувства сожаления, да, это звучало. Представим, что ты на месте Моргенштерна. А как бы ты отреагировал, если бы у тебя действительно был человек, которого, например, ты любишь и считаешь там ценным для себя? Если бы меня это задело, я попросил бы общаться более корректно. Тот же Литвин, он говорил, что тут два варианта было. Либо уходить со стрима, Либо бить ебало. либо бить ебало. Бля, ебать, жесткий это. Вечно все бьет ебало. Давай сейчас скажу, что я бы на эту тему начал разговаривать. В каких красках? В любых. Похуй. Ну, типа, возможно, меня бы это не задело. Ну да, человек сказал грубо. Ну, окей, я бы там все в голове подумал, ладно, немного пьяный, плюс шоу. Он сам шоумен, он сам всю эту хуйню понимает. Хайп. Ну да, да. Получается, что, хайп важнее, чем чувство? Да? Ну, мне по барабану на чувства его девушки. И как бы... На чувство Алишера? Ну, ты же так сыграл на них. Ну да. Вот мы сегодня уже выяснили с тобой за вот наш пока разговор непродолжительный, что хайп уже важнее 150 миллионов, и хайп важнее, чем чувство. Хайп — это еще больше деньги, чем те, которые заплатил, короче. А есть что-то важнее хайпа? Какие вещи важнее популярности и денег? Ну вот, если расшифруем слово хайп, да, популярность и деньги, наверное. Родные, друзья, здоровье важнее. Любовь сильнее денег, это очевидно. Нет, хайп, сильнее хайпа. Мега популярности и, блядь, мега денег, это важнее. Да. Ну, если бы я влюбился, мне бы вообще было на это все. Но я не могу влюбиться вообще, блядь, ни в кого. Выпуск с Мелом, пожалуй, самый нервный в истории вписки. Пока мы сидели в самолете в Анталии, Мел вышел на стрим и сказал, что не будет давать интервью, и мы можем лететь обратно. Хотя все почему-то решили, что это был прогрев. Поэтому первым делом на Кипре я пошел смотреть обратные авиабилеты. Мел заставил нас волноваться во всем, кроме одного. Того, что мы сможем улететь обратно домой. Ведь пока в мире есть авиасейлс, волноваться нечем. Авиасейлс — это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Респект! Давай вспомним в этой связи твою первую подростковую любовь. Мне было тогда где-то лет 15-16. Я вроде бы только-только записался на бокс, на секцию бокса. Потому что, типа, буллинг в школе, худощавость страшнейшая. То есть, ну это, блядь, это просто ужас. Для школы это пиздец. Записался, значит, на бокс, и вот после этого что-то мне стрельнуло в голову, что я хочу ВКонтакте с кем-то начинать общение. Так. Потому что в жизни подходить к девушкам на улице, как будто я, блядь, ну как будто боялся, стеснялся, не хотел, считал себя каким-то, ну, круче этого. Нахуй, я первый подходить, да ну нахуй. Там, ну, такая тема. Может, это обычное стеснение или комплексы, я не знаю. Увидел я ВКонтакте одну девушку, эту Карину. Короче, она была вроде младше меня на год. Ну, что-то вроде год или два. Увиделись мы с ней первый раз. И, короче, в этом первом разе у нас произошел петтинг. Это такое, знаете, типа прикосновение в одежде. То есть, ну, какое-то крепкие такие объятия, трения. То есть, ну, знаете, когда там обнимаешься крепко, там, шляпа терешься об очко, там, и так далее. В общем, блядь, я прям влюбился, короче. Она не жирная была, но такие сочные, вкусные ляжки у нее такие были. Она еще в шортах коротких пришла. Блядь, я просто охуел вообще. Это моя первая встреча была вообще с девушкой вот в реальной жизни. Не считая там увидеть одноклассницу, блядь. И, короче, все. Поплыла крыша полностью. Я ее ревновал. Я ей не нравился, блядь, кстати. То есть она со мной как бы из какого-то дружеского уважения, наверное, общалась. Но я ей, короче, блядь, ну, не нравился, не привлекал ее, типа, как парень. И, как оказалось, я ее где-то несколько месяцев ревновал к родному же брату. С каким-то пацаном, типа, все время была и думал, блядь, что за хуйня. А это оказался ее родной брат. Мы жили по соседству прям. Она в частном секторе была, но я в доме, но дом прям был рядом с этим частным сектором. И когда она уходила из дома, я за ней прям на улице следил. Она не знала, что я за ней слежу. Ты сталкерил? Да. Она даже меня один раз заметила. Ну, короче, это был ебаный кринж. Сейчас это кринжово вспоминать. В концовке я прям, ну, настолько влюбился, что просто... Это была реально любовь. И, короче, летом, спустя там несколько месяцев,
Она просто поехала в лагерь. Ну, как я понял, там, короче, там кто выебал, бля. Вот она приехала, и что-то постепенно интерес у меня к ней начал пропадать. И ее ко мне нарастать. Я что-то охуел, когда вообще работает. Когда у меня максимальный к ней интерес, и на меня, блядь. Что за бред? Ну, в концовке она начала встречаться с другим парнем. Спустя год отношений с ним. Тогда уже стримил. Узнал, короче, что она побилась на дверной ручке. После этого, короче, как-то вот, ну, вообще... Я хотел бы вспомнить эти ощущения. Ну, знаешь, когда ты просто колпак плывет, ты влюбляешься, такой, как ребенок, блядь. Жить заново хочется прямо так вот. О, все весело, классно. Но уже не мог. Как бы даже не старался, не пытался, и сделал всю ставку в карьеру. На похоронах был? Нет. А что почувствовал, когда узнал? Как-то уже похуй. Была, ну, я вспомнил, конечно, пару моментов с ней, но как-то уже было похуй. Это уже прошло какое-то время, ну, типа... Кстати, прикинь, я сейчас вспомнил, что она, когда я с ней общался, она еще тогда резала эти, блядь, короче, знаешь, бывает такая хуйня, там люди, короче, блядь. Self-harm? Да, вот это self-harm, слушай, жестко реально. Я пообщался с ее парнем тем, сказал, что он вроде пришел с работы, просто видит эту хуйню. Типа, вызвал там, и все. Ну, еще сказал, что они ругались часто, прям. Что-то вот какой-то депрессняк был жесткий. Ты помнишь, зачем ты за ней следил? Что хотел? Застать ее с другим? Нет, я крипово ревновал. Прям крипово вообще. Я такой ревнивый, жестко. А ты думаешь, она вот убила в тебе возможность влюбляться? Не знаю. То есть травмировала тебя? Надо проверить. Но, знаешь, меня травмировала даже не ее смерть, а ее отказ. Больше. То есть ее отказ меня больше травмировал, чем ее смерть, блядь. Понимаешь, в чем жесткость? Я что-то даже... Ну, то есть этот отказ тебя обидел? Наверное, да. Я не помню ощущения эти. Ну, я предполагаю, что да. Такую влюбленность испытать, ну, это просто пи***ц вообще. Я, блядь, настолько ебался. У нее было ВКонтакте 146 друзей. Я, блядь, чекнул у каждого из друзей на всех их фотках ее лайки. Ты еще понимаешь, что такое? Я сейчас как бы со смехом это говорю, но это было жестко вообще. Возможно, убило, да, ощущение. Там, уже влюбиться как будто не могу. Но ты не думаешь, что у тебя просто... Ты на нее так обиделся, что у тебя теперь обида на всех женщин, да? Что ты так смотришь на женщин чуть-чуть как на мясо из этого. Просто как на объект там, сексуальных утех. А почему женщина может изменить мужу, если муж в моменте, какой-то период жизни, просто перестанет за ней ухаживать? Для нее это весомый аргумент, чтобы изменить, например. Почему муж может изменить женщине? Да и муж тоже может, конечно. Но просто, когда муж изменяет, все женщины пишут, вот, чему надо половину забрать, квартиры и так далее. Ну, я согласен, допустим, окей. А когда изменяет женщина, не углядел. Ты знаешь, значит, она была несчастна с ним. По статистике, мужчины в 2 раза чаще изменяют женщинам, чем женщины мужчинам. Такая есть история. Кто тут такую статистику придумал? Ну, недавно в рифмах и панчик увидел. Бля, сильно, нахуй. Сильно, да? Ну, вообще сильно. Такой научную базу подвел. Ну, шпок ты, блядь. Источник рифмы и панчи. Ну, знаешь, вот, если вернуться к этому вопросу, про обид, блядь, даже не знаю. Ну, а после этой истории у тебя были отношения? Такие полноценные? Те самые отношения, которые были один раз в жизни у меня. Вот они были. Вот из-за которых ты... Если что, вот с этой Кариной я не встречался. Я просто в нее влюбился, и она меня послала. Что? А это ты из-за Карины сотряс получил? Я сотряс получил из-за девушки, с которой у меня были отношения. Мы в школе. Я увидел там ее, у нее было большое очко, вкусное. Короче, она-то была на 2 года младше или на 3 вроде меня. Я ей написал там в ВК, типа, здорово, там, вот, я там сразу с этой школы, год там встретимся где-нибудь там, блядь, похаваем, погуляем. Встретились, бэм-бэм, ну, что понравились друг другу и начали встречаться. Вообще, это какая-то смешная школьная хуйня была. Подожди, это было после Карины или до Карины? Это примерно вот там, через год. Так и чё, как получилось? А почему получился сотряс? Чел какие-то фотки ее распространял в школе, голые. У него они были, потому что она какому-то своему бывшему парню их переслала там год назад, блядь, до отношений со мной. И он переслал другим типам, и эти типы начали распространять по школе. И, короче, я вот, получается, нашел этого типа, который распространял больше всех фотки эти, блядь. Мы случайно встретились на улице. Это после тренировки, типа, шел. Он был в компании друзей, и, короче, они предложили сразу драку, блядь. Ну, я говорю, блядь, ну, типа, я реально за***ался после тренировки. Вот сейчас пи***ться, тем более в толпе ваших друзей, это какая-то, ну, нечестная хуйня, это бред. И, короче, этот, бэм, нападает, блядь, плюху, пытается дать, я вроде увернулся. Ну, короче, убежал, блядь, на последних щах домой.
Вот. И потом на следующий день в школе вижу его, он идет в столовую, я к нему подхожу, короче, я был с портфелем, и, бля, ну, я там обосрался по-черному. Я, короче, просто замахиваюсь, бью ему в ебало, нахуй. И что-то у меня портфель соскочил. И, короче, прям инерция пошла какая-то вообще. Промахнулся вроде. И он, нахуй, видит эту хуйню, и мне в ебало заряжает. Что-то повалил, и нас разняли, нахуй. А сейчас вот с другом этого типа, вот как раз он тут есть. Вот мы с ним путешествуем. Да? Да, вообще, это прикольно так жизнь сложилась. Через какое время с девчонкой-то вы с той расстались? Буквально скоро, кстати. Вообще отношения пошли по такой-то хуйню. Из-за вот этих Короче, фоток? смотри, он меня когда-то въебал, через час, через два, у меня какая-то тошнота пошла, кровь из носа, блядь. Отвезли меня в больничку, блядь. Диагностировали сотряс, я там полежал где-то 5 дней. Вот она там приехала, там, и, короче, после этого, получается, расстались, блядь. Я выступил, может, в роли мужчины, а может, в роли боевого куколда, кто его знает. Это зрители после раз оценят. Я просто не понимаю, в чем тут роль боевого куколда, как ты говоришь? Кто-то напишет так. Кто-то напишет, что реально поступил довольно правильно. То есть, ну, по крайней мере, как я заступился, я, наверное, даже до сих пор считаю, что, в принципе, я поступил довольно правильно. Но потом расстался с ней почему-то. Ну, все как-то пошло по пи***е. Но не из-за этой ситуации. Возможно, из-за того, что я его не отпи***л. Понимаешь? Ну, типа, да, я не знаю. Может, какие-то еще причины были. Тебя парило, что ты не вывез эту драку? Ну, парило, конечно. Ну, чисто так по-пацански парило. Но я это принял. Ну, ладно, так получилось, значит. А ты вот, говоришь, боксом занимался. Ты хорош был в боксе? Нет, вообще. Не, это я просто ходил для себя, для поддержания какой-то формы, для поддержания, ну, самооценки в целом. То есть, как двоечку, там, ну, я как бы понимал. А давай вот вернемся к Моргену. Ты вообще допускал, когда задавал вопрос, что он может встать и уйти со стрима? Не, я вообще все варианты рассчитывал. Я думал, даже драка будет. Да? Да. Просто хотя бы один колкий вопрос, но я должен был задать. Вот, ну, он среагировал адекватно. Ну, красавчик, что. Как ты думаешь, с этого стрима он вышел с потерей репутации? Блять, вот я даже не знаю, но говорил мне он, что вроде бы что-то такое есть. Ну, как бы все-таки хотел, что после стрима еще там, несколько месяцев он хотел, чтобы я, в общем-то, извинился за этот вопрос. Значит, у меня другая философия к жизни. Я не Другая, знаю, да? за такую хуйню извиняться — это полная дичь. Он понимал, что все, что происходит на этой камере, вот эти 3 часа, это просто все шоу, нахуй. Он должен понимать, что мы должны завозить. Я ж там не просил там что-то его там, иди там пол убери, блядь, или подмети там, или кальян здесь забей, нахуй. Не, ну, я ж там даже не унижал, там, не пытался даже это делать. А за что можно извиниться? Ну, если человека там, допустим, оскорбил за то, что он сделал, а оказалось, что он этого не делал. Вот как пример. Допустим, там, мне показалось, что ты там, допустим, там, да, там, вот мы запишем сейчас интервью, как там, а я стаканов не досчитаюсь. И я резко такой подумал, что там, ты стакан у меня спил. А оказалось, что я где-то его потерял, например, и я перед тобой извинился. А у тебя такое бывает вообще? Да, тем более, учитывая, что я там довольно часто пью алкоголь, могу ошибаться. У нас в интервью Моргенштерн говорил, что предлагал тебе дружбу, но ты от нее отказался. А как ты думал в этот момент, его предложение дружбы основано на искренних чувствах? Или он просто использовать тебя хотел, понимая, что вот ты там с Дрейком на связи? Чисто предположить, хотел ли он, короче, получить с меня выгоды, либо действительно там общаться, дружить. Ну, я думаю, выгода. Исключительно, да. Я думаю. Такую хуйню я не верю. Ну, в дружбу. Человек приехал, вот вы застримили, Не-не, побухали. Человеку авансом перевели $1 миллион, блядь. Он катапультировался нахуй сюда. Но мы реально за $1 миллион, ну, вроде бы как старались сделать шоу. Даже обсуждали, со сколько бы снялся кто в порно. Было и такое. Ну, он, да, говорил, за $5 миллионов бы он что-то там бы начал уже делать. Но большие деньги. Ну, я думаю, он их даже сам никогда в жизни не видел. Он от потолка в основном называет суммы, потому что торгуется бесконечно. Я думаю, 5 миллионов у него есть. Если он продаст, блядь, 3 очка и все квартиры, которые купил, туда там собирается, я думаю, 5 лямов. Ты же тоже ему говорил, сколько у тебя есть? Я говорил про $200 миллионов, типа? Да, да. А знаешь, это я просто у себя в голове оценил, как-то бы, так сказать, всю капитализацию, вот вообще вот... Бренда Монстрой. Типа бренда Монстрой, да. Весь проект с тиктокерами, мои там все телеграм-каналы, инстаграм, мое лицо, и вот, ну, я так оценил. Если это реальная сумма в 20 раз меньше, окей. Ну, я просто так оценил. Плюс, допустим, даже вот у меня был момент, там, 3 месяца назад, я за стрим выиграл $10 миллионов. Просто за одну трансляцию. То есть, $1 миллиард.
Когда ты выигрываешь вот за стрим такую сумму, это все-таки удача. Но это не значит, что у тебя там капитализация 200, например, миллионов долларов. Да, отталкиваться только от выигрыша и говорить, что это столько стоит, это бред. Но если взять реальную силу всей базы моих нарезчиков, они генерируют... Бля, и знаешь, вот я себе еще даже примерно скажу, вот попытаюсь примерно сказать, сколько они генерируют просмотров в месяц с моим лицом. В среднем на выплаты тиктокерам у меня уходило и уходит где-то вот 5 миллионов долларов в месяц. Это просто заплатить обычным работягам, зрителям за то, что они делали со мной нарезки. Сколько мемов делали со мной? Может быть, ты видел там в ТикТоке, когда был такой период, когда попадались очень часто какие-то мемасики со мной. Мне кажется, фраза «что за бизнес, сука», она будет просто выбита, вот знаешь, на поп-культуре 20-х годов. Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? У меня сложилось ощущение, что эта фраза популярнее, чем сам трек, блядь. В чем прикол, допустим, этого трека? У нас сейчас вопрос изначально про капитализацию, про стоимость. Так. Ответвляемся к нарезчикам, и этот мем с «что за бизнес, сука?» пошел от одного нарезчика, который просто старый стрим, которому 4+ года, и вырезал фрагмент, где вот так «что за бизнес, сука?» сидел и пел. Просто сидел там с какой-то бабой, бухал и пел «что за бизнес, сука?» И он именно этот фрагмент вырезал, и он завирусился еще больше, чем все тиктоки. То есть, и вот я примерно вот от подобного еще такого отталкиваюсь. Ну, смотри, сейчас я нахожусь на дне, сейчас... Наверное, даже, не наверное, там, очевидно, меньше, блядь. Но все зависит от меня. Мне кажется, если я буду делать правильные вещи, вот как это интервью, например, я вышел из зоны комфорта, и я считаю, что вот такие именно шаги, они помогают и помогут мне, возможно, стать первым стримером, у которого там будет, условно, там, $1 миллиард. $1 миллиард. Ну, понятно, что это вообще сказки какие-то, это бред, это такого не бывает, но в себя можно поверить. Если как-то вот чего-то такого даже, что сейчас есть, я достиг, а почему бы не достигнуть чего-то еще большего? По нарезчикам. Должен им сейчас? $10,5 миллионов должен сейчас прям. На стриме ты Просто говорил, им... что не будешь выплачивать. Ну, я предполагал, что я сейчас не буду вам нихуя выплачивать, потому что там дохуя бузят. Одну и ту же нарезку подают по 5 раз. И за нее, блядь, модеры засчитывают. Так это проблема модеров, они должны как-то блядь, я понимаю, но я сейчас говорю, я выплачу. Это просто эмоции распирают негативные. Может, кто-то поймет. Знаешь, когда все хочется бросить, всех послать на... Вот это было именно то. Но сейчас я просто утверждаю точно, что выплаты будут. Вопрос только во времени. И чем быстрее я возьму себя в руки, чем быстрее я выйду из этого, блядь, состояния, тем быстрее я выплачу. То есть, к примеру, нарезки с этого интервью, вот они будут засчитываться. Во сколько бы ты сейчас сам оценил свою капитализацию? Уже не 200, наверное. Давай просто дневной заработок умножим на 1,5 года, и вот эта сумма. Давай. Сейчас я скатился до 50. То есть сейчас пока 1 казик. Но, если что, вот на низком старте там 2-3 казино, прайсы уменьшились, но там будут платить по $60 тысяч примерно за стрим и так далее. Ну, 200, короче. $200 тысяч в день, допустим. Умножим там на 500. Как 500 дней, 1,5 года примерно. Получится 97 миллионов долларов и получается 200 тысяч. Ну, может, 100 рублей я стою, как бренд. Чем вы с Алишером, в чем вы похожи и чем вы отличаетесь? Мы похожи в том, что мы 2 изгоя. Так. Сука! Блять. Или Калстроя. То, что мы немного разочарованы в трезвой жизни. Немного ли? Немного. Ну, хорошо. Ну, это еще можно изменить. Мне. А вот ему не знаю. Но у нас есть вот эта черта делать какое-то шоу. Вот кто-то врываться и там оставить прям большую кучу... след оставить. Вот. Так, хорошее слово. След. Большую кучу. Ну, я подумал сам себя, блядь. А в чем ваше отличие? У меня другое отношение к деньгам, например. Но он прям очень сильно любит деньги. К примеру, в своем основном телеграм-канале может рекламировать абсолютно любую хуйню. Ну, абсолютную хуйню. Прям ужасную хуйню. Он там за последние 3 месяца, блядь, допустим, там прорекламировал, блядь, 10 каких-то монет, блядь. Ну, это я преувеличиваю. Ну, какие-то монеты. Он про что-то говорил, что да, я вас наебал,
но я за это получил деньги. Вроде что, он такой говорил про свою монету. Он говорил, что я могу вас заскамить в любой момент, не несите сюда деньги. А я так не могу. Я такой не могу сделать, допустим. Наебать Боровов. Я могу, допустим, обмануть их, сказать, что у меня, блядь, охуенное настроение, на самом деле в душе просто говно. Так. А смотри, в чем обмануть? Обмануть на деньги? Я всегда говорю, как есть. Типа, я просто не вижу смысла эту хуйню не скрывать. Возможно, поэтому я несчастен, блядь. Вот видишь, все там советуют, типа, деньги любят тишину, например. Там, а я вечно про них пизжу, я вечно их показываю и так далее. Может, я из-за своей там чрезмерной открытости там и несчастный, блядь, какой-то, дезморальный, блядь. Понимаешь? Но я реально открыт со своей аудиторией, ну, прям пиздец. Вот вообще прям пиздец. Они даже знают, как мой хуй выглядит. Ну, просто во всех смыслах голый. Ну просто, да? ну, не. Вот мне даже нечего что-то такого рассказать, что я там, допустим, скрывал. Ну, кроме каких-то вещей, за которые там, ну, можно там получить еще одну уголовку. Блять, я уже заебался с этими уголовками, нахуй. Ладно, погнали. Вот, в общем-то, поднялись мы на второй этаж, где я просто сплю. Я прихожу сюда реально поспать. Давайте просто покажем. Пару кепочек лежит. Нижнее белье, вода, пакет. Кстати, в пакете тоже бабки. Это же на всякий случай храню. Сколько тут? Не знаю, 1050, 100, наверное. Типа, знаешь, там, на черный день, блядь. Типа такая хуйня. А есть еще заначка, незаметная. Покажу вам, пошлите. Пойдем. Это, конечно, пиздец. Там моя раковина, я просто зубы чищу. Там как бы моюсь. Как думаешь? Вот посмотри, да? Где тут может спрятана быть заначка? Может, в коробке? Нет. В футболке? Нет. Тут? Подними. Тут? Да. Зато пиздец неприметно. Да, ты умеешь Охуеть. хранить в неочевидных местах. Я просто пиздец. Спрячься там, где что-то враг не подумает даже тебя искать. Такая хуйня, короче. Ты мастер конспирации. Налегке. Умеешь. У тебя 300 квадратов, да, номер? Ну, примерно, да. 300 квадратов. Ну, не слабо. А почему у тебя везде шторы занавешены? Почему ты вот как вампир в темноте Я живешь? обожаю темноту и холод. То есть я там, допустим, сюда врубаю кондиционер, там на градусов 18 примерно. Я обожаю темноту. При свете дня спать там или что-то вообще. Я привык к ночному образу жизни, и мне как бы по кайфу прям вообще. Сколько максимум ты проживал затворником? Вот не выходил из номера. К примеру, мой рекорд не выходить из номера и там вообще там, ни с кем не видеться, наверное, месяца 2-2,5. Это был рекорд прям. Даже на улице не уходишь? Да? А ты вот помнишь, когда ты в последний раз прям искренне, вот по-детски радовался какой-то мелочи? Блять, знаешь, такой вопрос классный. Я пытаюсь вспомнить. Сейчас. Чему я радовался прям по-детски какой-то мелочи? Да. Что-то типа закату, да? Там? Ну, вот рассвета, как, например. Рассвета, Рассвета, заката. Блядь, кстати, подожди секунду. Блядь, это жестко. Я не знаю. Не знаешь? Вообще не знаю. Может, не помнишь? Не помню, не знаю, блядь. Это прям было давно. Вот реально, что я просто сел и реально кайфанул от чего-то, ну, от природы. От как-то, там реально вот, блядь. Не знаю, от природы, пироженки, которые съел там. Щенка увидел, вообще, погладил его. Мне жалко котов, но как-то к животным не очень. Ну, типа, понял. ну, нет этой хуйни, что я там вижу собаку на улице и я хочу ее расцеловать, там, ну, вот без этой хуйни. То есть, ну, я уважаю животных, типа, ну, да. Уважаю животных. Но нет такой хуйни, там, расцеловать, там, Я блядь. уважаю женщин и животных, да? Мне все время предлагают выбраться в горы, предлагают прокатиться. Но если я пьяный, то окей. Типа, алкоголь увеличивает как бы эмоции, и, ну, типа, нормально. А если трезвый, то не окей. Вообще нихуя. А в какой момент ты вообще перестал вот получать удовольствие от жизни? Когда появились большие деньги. Большие деньги для меня это, там, это зарабатывать в месяц там, больше там, 200 тысяч долларов. Большие деньги отнимают счастье? Такие деньги, да, наверное. Типа я уже не кайфую с обычных вещей после этого. Типа, возможно, меня и тянет где-то опуститься на дно, потерять деньги, всю популярность, для того, чтобы, может, насытиться такой хуйней. Как закат, блядь, рассвет, как, блядь, как собака бегает по газону и сорет, там, блядь, ну, прикольно, естественно. Кому как? Ну, как волны.
бьются о скалы. А у тебя же такая достаточно рабочая семья. У тебя Да. отец На заводе на работал? заводе работал, мама продавщицей была. В киоске, В киоске, да. да. Ты, кстати, любил в этот киоск? Ну, Захаживать? я часто заходил к ней, конечно. Иду после школы, там, зашел к матери, пообщались часик-два, пошел домой. Ну, прикольно было. Ну, там сидели, там, и кофе, чай, там, с печеньем ели. Ну, такая даже обстановка, прям, атмосфера такая классная, прям, добрая. О жизни говорили, там, я там какие-то свои проблемы говорил, там, блядь, и так далее. Ну, А ты сам себя вообще в детстве как представлял? Вот, что ты вырастешь и какой-то- станешь кем? я вообще в будущее не смотрел, вообще ни капли, абсолютно ни капли. Типа, я сам охуел, что когда-то удалось заработать $500 за день. Хотя понимал, что $500 это там, зарплата бати. Когда я начал стримить, и там у меня был онлайн там 400 человек. Родители-то тебя кем-то видели? Батя, ну, кстати, меня даже в какой-то мере поддерживал, я понимаю, типа, ну, странновато, но говорил, что ничего, если будешь на двойке учиться, я тебя помощником на заводе у себя возьму. Я думаю, блядь, ну типа вроде это вроде какая-то поддержка, а вроде какая-то хуйня. И, короче, как-то у меня вот с детства было желание как-то зарабатывать в интернете. Трейдил, ставил на CSGO, там, всю эту тему. А в лет 12 я создавал свои сервера по Майнкрафту. Я смотрел видео, туториалы, обучение, как, что. Получается, ты уже с пи***ком был достаточно прошаренным. Ну, старался прошариться в чем-то, да. Хотя бы старался просто. Тебя частенько наказывали за косяки в детстве? Ну, знаешь, не, батя пару раз пи***л, но это было где-то в 4 классе примерно. Потом перестал, где-то после 5-го. Психологическое давление оказывали, конечно, оказывали, да. Типа, там, вот, там будешь плохо учиться, там, вот, станешь говно откачивать, там, нахуй, с параши. Ассенизатором? Ассенизатор, нахуй. У нас такое детство было немного в плане отношений тяжеловатое. Ругались часто с родителями. Вот я с братом ругались часто с родителями. Что-то выясняли отношения бесконечно, знаешь, вот это все хуйня. После того, как батя умер, осознание приходит в голову, что все это было такой хуйней, это просто пиздец. Типа все эти ругни, выяснение отношений, кто как обои поклеил, кто там прав, кто-то не прав. В чем был предмет-то конфликта? Бабушка. Бабушка? Да. А бабушка тут Мы при чем? топили за бабушку, а они против, потому что у нас в семье произошла хуйня, что, короче, наша бабушка кинула нашу маму на квартиру, на долю в квартире. Обманным путем через нотариуса, в общем-то, убедили подписать документ, типа, все будет нормально, вот твоя доля, а оказалось, что она подписала документ о том, что она отказывается от наследства. Это если я все правильно понял в 2 словах, потому что родственники это интервью посмотрят, охуеют, что я это хуй. То есть, я так понимаю, что с бабушкой-то вы не особо общались? Нет, наоборот, мы с бабушкой общались все равно нормально А, после этого. А родители, типа, охуевали, как мы можем вообще общаться, блядь, нормально после такой хуйни. И вот вечно на этой почве были конфликты. детство-то счастливое было у тебя? Слушай, в целом, да. Ну, в целом нормально. Хорошее. Есть что вспомнить, классные моменты. Часто на рыбалку ездили. Да, то есть, ну, реально с***ись, на самом деле. А что самое ценное ты вот покупал родителям? Какие подарки делал? Самоценного? Да. Ну, знаешь, батя, получается, умер где-то 1,5 года назад, примерно. Ну, как будто возможности не было. А вроде и была. Это я тогда в стриптиз-клубах оставлял много денег. Там я мог там на 500 рублей залететь в стриптиз-клуб там, за вечер, допустим. Из недавнешнего, например, маме подарил, ну, за 5 миллионов рублей там джипик, квартиру в Гомеле тоже за 5 миллионов. Потом брату, как-то ну, бывало, знаешь, там, на Новый год там, мы немного на почве денег конфликтовали. Ну, в целом, он мне более-менее объяснил, что стоит делиться с семьей, типа, и так далее. Блин. Ну, $100 000 он подарил на Новый год, вроде. Потом подарил ему партнерскую программу свою одному из казино. И он ее обменял у меня на квартиру в Москве. Там за 30 миллионов, допустим, ему подарил. BMW. Популярно это BMW, который сейчас все пацаны хотят. Какой все хотят? М5? М5, да. М5. Сегодня ты человек, который содержит всю семью. Ну, наверное, да. То есть это мама, Брат. Это прям семья, типа, ну, дядя. прям самая близкая. Слушай, дядя, когда я ему сделал тот подарок год назад, на Маврике, там, $30 000 он на день рождения подарил, но он прям удивился. Это не последний день.
Он прям сам рассказывал, как он вкусил эту жизнь. Там же и были девушки. То есть, ну, короче, и мы катались на пикапе с открытой крышей по этому Маврикии, купались в море, на лодках. Ну, как бы, короче, такой жизни он, я так понимаю, не видел. И он прям охуел. Вот. И после того, как вот все это прошло, он поехал обратно в наш Гомель, город. Как я понял, как он вроде говорил, он прям, походу, не смог вернуться к обычной жизни. За 700, за 500 долларов в месяц на стройке, к примеру, немного тяжеловато, морально. Когда ты уже попробовал, ну, блядь, такую жизнь. Так, и что он начал делать? Насколько я понял, он в Гомеле просто забухал. Ну, он начал просить у тебя деньги. Нет, вообще нет. Получается, ты выступил такого своего рода дьяволом-искусителем. Ну, я думаю, что это, наоборот, хорошо даже, чем плохо. Но он забухал после этого. Он не смог вернуться. Ну, блин, ну каждый человек сам решает, что после этого делать. А мама в основном с тобой проводит время. Последний, наверное, год, да. Последний год, наверное, она, ну, всегда старается приезжать туда, где мы с Цуром. Ну, ей так, видимо, по душе легче, ближе, с детьми. Ну, я ее понимаю. Ну, если только живем там. Может, даже не часто видимся, но, по крайней мере, рядом это уже хорошо, блядь. Как в целом твоя семья реагировала на твои стримы? Первое время, на самом деле, не очень. Типа, там, батя даже говорил, приходил, там, типа, не занимайся хуйней, там, но... типа, там, когда я там стримил, например, там, в 10 вечера или в 11 вечера. Я же начал стримить, когда я еще был в 11 классе. То есть, ну, я еще тогда в школе был. Но потом, знаешь, после того, как я принес первые 100 долларов, реально заработанные, вот я принес, тогда это было 200 тысяч белорусских рублей. Я ее принес, они такие посмотрели, типа, нихуя себе, там, ну, когда там зарплата 600, допустим, 500 тысяч рублей, да, там я принес 200. Говорю, вот, со стримом заработал, блядь. Вот. Типа, ну, они уже как-то начали смотреть на это более лояльно. Что они сказали, когда появились проблемы с правоохранительными органами? Блин, вот это такая тема. Первая проблема появилась у меня с правоохранительными органами в 2017 году, когда я раздевал девушек в чат-рулетке, и тогда я был топовым стримером. Тогда онлайн был по 40 тысяч примерно, я прям охуел, конечно. Несовершеннолетних девушек? Да. Ну, то есть, знаешь, а давай более корректнее скажем, не всегда совершеннолетних. Там реально, там были 18-летние, но были, наверное, даже меньше, чем 18 лет. Да, ну это факт. Ну, бля, мне тогда самому было 17, мне как-то я вообще никаких угрызений совести не чувствую. Вообще абсолютно. Фишка в том, что среагировали они, ну, блядь, ну они заволновались очень сильно. Меня тогда задержали. Как это было? Я тогда какое-то время остался у некоторых людей на квартире и не появлялся, не светился вообще нигде. А меня искали все. Потому что уже завели уголовное дело. Притаился. В оконцовке следователь звонит матери, говорит, что давайте покажите своего сына, мы съездим вместе с вами и с ним в отдел и просто поговорим. И все. И мы на это повелись. И, короче, блядь, приезжаем. Они выходят вчетвером из машины. Я так понимаю, оперативники, следователи, я даже с одним подхожу, типа, там, руку жму, типа, поздороваться. Он посмотрел на меня, подумал секунды 3, пожал руку мне. Все, короче, говорит, присаживайся в машину. Матери говорит, типа, не, вы не поедете. Она, типа, охуела там, ну, вообще прямо, она прямо удивилась, блядь. В оконцовке, после таких долгих, неплохих споров, они разрешили ей сесть в тачку со мной. И мы поехали в отдел. Это был Бобик какой-то? Это была обычная машина, знаешь, оперов. Такая машина, блядь, где он сидит там, ну, дрочит, смотрит, закладку кладет. Там. Ну, короче, такая хуйня. И, короче, отвезли меня в отдел и, получается, заводят в кабинет. Матери говорят, тебе заходить нельзя. Там женщина-следователь говорит, Бурил Андрей Александрович. Ну да, таким тоном охуенным. На вас заведено уголовное дело по статье БМ-БМ. Слушай, вот это было жестко. Это просто пиздец. Родителям сказали в течение часа-двух привезти мне одежды. Ну, потому что меня будут садить в ИВС. Это чуть лайтовее, чем СИЗО, то есть чуть полегче. Я был в полном ахуе, родители еще больше, наверное. Я дал какие-то там показания, что-то объяснил. Они говорят мне, вот, на тебе документы расписывайся. А я вроде даже тогда какие-то видосики на ютубе смотрел. И вот как-то понимал подсознательно, что не стоит то, чего ты не понимаешь, подписывать на. Ну, потому что это реально ебаная борода.
Я вообще из-за стресса, чрезмерного стресса, начал тупить жестко. Типа, знаешь, тупить в стиле, там, не знал, как писать, блядь, там, ручку, там, знаешь, типа, блядь, там, не мог взять. Там, Разучился условно. держать ручку? Да, нахуй. Короче, потом, когда взял ручку и там это все, я говорю, блядь, мне нужно посчитать хотя бы, что я подписываю. Они ждали 5 минут, 10, 15, блядь, пока я типа считаю, а я от стресса прочитал только за 15 минут 2 строчки, блядь, и понял их. Понимаешь, то есть, ну вообще, в оконцовке я подписал 1 документ вроде бы из 4 или 5. И сказал, что все, типа, ну, типа, ну, короче, меня уводят на первый этаж в камеру. Я там прождал несколько часов, и пришли, ну, сотрудники полиции, и вот, в общем, камеру открыли, обыскивают полностью. Вот. Короче, делают наручники, садят бобик, еду на ИВС. И потом узнаю, что батя, блядь, въебал бутылку водки, нахуй. И пошел, короче, крушить, там, орать, нахуй, в этот участок. Дайте моего сына, там. Я тогда, конечно, подумал, бля, ебать, нахуй это делать, типа, дурак, что ли, блядь. Но сейчас, кстати, как-то вообще по-другому к этому отношусь. Ну, типа, красавчик, нахуй. Решил вытащить ее. Это понятно, что это тупой способ, но просто сам поступок. Типа, блядь, то он пришел, там начал вообще жесткий кипиш наводить, короче, в участке. Там, какой-то вообще пиздец прям. А сколько ты провел? Прям занервничал. Сколько ты провел в ВВС? В ВВС я провел неделю. Ну и как? Это было жестко. Заходишь в камеру, блядь, там такая толстенная дверь, там пиздец вообще, блядь. Это жестко было. Заходишь в камеру, там было пару мужиков. Один подозревается в покушении на убийство. Ну, он просто кого-то жестко замесил, нахуй. Другой там что-то вроде там, что-то не помню уже, не буду говорить. Ну и, в общем, там было даже окно такое, через 2 металлических решетки, таких больших, блядь, толстенные стены. Там была видна даже остановка с автобусами. Такой сидел, думал, ну, рот, нахуй, это все нужно было. Еще бы, блядь, был бы на свободе и так далее. Ну, там, в общем, очень ужасная обстановка, блядь. Ну, прям ужасно. Ну, общались мы там, блядь, рассказывали друг другу какую-то хуйню. Они курили сигареты, разминались, отжимались, блядь. Тебя не прессовали? Нет, вообще нет. Абсолютно. Ну, там такие мужички по 45 лет, наверное. Такие, ну, уже в возрасте прям. Ну, а они тебя спрашивали, ты вот за что здесь? Да, я им рассказал. Ну, я сначала сказал статью, что вот порнография, блядь, у меня приписывается. Я объяснил, как она именно приписывается, что я вот сидел, допустим, в интернете, блядь, общался с бабами, нахуй. Ну да, мне там 17 лет, блядь, там, ну, там, или 18 уже только исполнилось уже вот прям на днях, типа, ну, я точно вот не вспомню. Сидел с бабами, общался, ну, раздел их, нахуй, ну, поговорил с ними, они там сняли одежду. И вот меня присунули за эту хуйню. Но они уточняли, конкретно несколько раз, я помню, что они уточнили, а это было в реальной жизни или нет. То есть, ну, ты раздевал маленьких девочек в реальной жизни или нет. Я говорю, нет, это было в интернете. И все. Преследуют, да, тебя дела-то с правоохранительными органами? В Беларуси проблемы были. Угу, были. В России были. В Дубае были. Да. Не боишься, что ты реально в итоге сядешь? Ну, я стараюсь держать грань. Давай так, посчитаем. Уголовное дело за порнографию в 2017 году. Потом следующая уголовка была за удар головой об стол. Девушки, да. 3-я была за армию. За уклонение от службы. Уклонение от службы, да. Ну и 4-я в Дубае, блядь, типа кейс. Ну, за то, что я там, типа, в сторис снял, который до меня доебался сам. Ну, типа, я его оскорбил, короче. Там, типа, назвал там, что-то такое сказал. Ну, 4 было, блядь. На грани, да, есть такая хуйня, но... Ну, мне ощущение все равно, что я чувствую эту грань. Тебя одолела муха, да? А чего она вот на то же место садится, блядь? Ну, за***ла реально. Ты боишься тюрьмы? Знаешь, если я по чесноку скажу, что да, как бы говорить этого не особо бы хотел, потому что, например, я заметил, что жизнь притягивает страхи. Чем больше ты чего-то боишься, тем большая вероятность, что это произойдет. Ну, короче говоря, знаешь, как грипп повернется. Давай примем ситуацию. Ну, я иду там с матерью по улице, да, там какой-то чел там ее ударил бы. И у меня был бы там в руке перцовый баллончик там или нож. Ну, я бы уебал бы. Ну, сел бы, я понимал бы, да, за что. Но я бы хотя бы понимал, за что, блядь. Но это гипотетическая ситуация. Ты же один не ходишь без охраны. Ну, отлично, что есть сотрудники охраны. Это прямо охуенно. Сумочка у тебя достаточно такая модненькая. Кстати, знаешь что? Я считаю эту вещь одной из самых крутых покупок в своей жизни. Я купил ее, в общем-то, где-то 3 года назад. И она реально, блядь, ну, до сих пор практически в идеальном состоянии. Не поцарапанная, там, не поломанная, не там, не грязная. Очень удобная, сверхудобная. Стоила 140 000 рублей.
Вот из этой штучки, из-за этого вот фрика, это какая-то типа эксклюзивная коллекция. Вот именно из этого фрика. Это статуя свободы. Да. Не совсем фрик. Чего? А статуя свободы — это фрик? Конечно. Понял. Это твой гардероб, да? Шкаф. Тут все равно никто не спит, и поэтому вещи выложили, короче, все сюда просто. Ну, трусы, носки, кстати, кепки, блядь. Кепочек у тебя много. Вообще. Да, кстати, у меня кепок пи***ц, у меня на каждый день какие-то разные новые кепки. Мне кажется, кепка — это вообще твой основной атрибут. Да, я, кстати, прям часто в кепках. Потому что я вечно лысый, блядь, как-то не очень. А так в кепке. А у тебя вообще много вещей? Это все. А это все? Да. У меня, может быть, еще на втором этаже есть там какая-нибудь майка грязная лежит, блядь. Так, ну, это все мои вещи, с которыми я путешествую. Я обычно, если буду нуждаться в каких-то вещах, а я там съезжу куплю. Я давно перестал уже гнаться за брендами, за всей этой движухой. Вообще давно. Ну, да, возможно, это брендовая какая-то вещь, да? Ну да. ДДЖ, блядь, Dolce Gabbana там. Угу. Ну, типа, ну, это же не бренд. Там какие-то майки, блядь. Ну, хотя Армани, ну блядь, все равно хуйня. Это майка Смерча. Ты видишь, что разные моменты. Вот, а это Алена, которая головой в стол ударил. Вот Цурин со сгущенкой. Дэдпул, это вот друг, который умер. Ричард снизу на BMW. Малстрой, Working Party. Ну, такая, ну, кстати, прикольная. Я показал на стриме, зашло. Зашло, да? Да, говорили, типа, классно вообще. 3 твоих любимых бренда. В Луи Виттоне мне нравятся только сумки, потому что какие-то кроссовки я брал, они весят, блядь, по килограмма 3 каждый. То есть ходить вообще очень неудобно. Удобные Adidas, Nike и, наверное, что-то типа Dolce Gabbana. То есть такие, они просто удобные. у тебя такой стилек немножко колхозный. Все твои Что фотки. ты сказал? Колхозный? Он Да. бомжатский, блядь. Еще вообще. Я всегда стараюсь быть похожим на бубкончину Не, бомжа. у тебя же есть вот прям мемные фотки, где ты в люксе. А, в люксе, но все пишут, ебать, клоун. Но это такой чистый колхоз, Наид. Купил дорого-богато на все бабки. Смотрите. Ну вот, и вот я тебе сказал, что я вот перестал гнаться за брендами, точнее. Ну да, хотелось как бы самоутвердиться. Да, вот действительно хотелось как бы показать, что вот, блядь, я там купил кроссовки там за 150 тысяч рублей, там у меня штаны за 50, блядь, там, ну, типа, у меня лук на 500 тысяч рублей, я крутой чел. А котлы должны быть дорого-богато выглядеть. Знаешь, я уже как будто пришел на такой уровень, что, блядь, даже часы это хуйня какая-то. Ну ты же, Типа, что, ну, будут вот часы там, ну, и часы. ты же кичился часами. Был такой у тебя момент? Ну, да. Я уже без часов хожу, наверное, где-то год или полгода, наверное. Неудобно было с часами? Слушай, ну да, в них не поспишь, там, ну, их нужно вечно одевать, снимать, иногда чистить, потому что там тоже грязь забивается. Первые мои роликсы были за 2 миллиона рублей, ну, потом купил вроде бы за 6, потом вот у меня самые дорогие были за 50. В Дубае брал. Ну, их продал за 20, чтобы в казик депнуть. Я сейчас свои часы продал в казино. И я забил на них вообще. Ну, типа, даже за $500,000 были часы, как бы, ну да, чувствуешь себя увереннее, конечно. Есть такая тема, но думаешь, ай, ну его нахуй. Кстати, мне понятно, почему ты так легко, например, тогда сжег 50К. Ну, смотри. Зачем? Не надо, нет. Да. Ну, потому что деньги для тебя ничего не значат. Ты их все равно Я даже об этом уже забыл. Типа, ты мне сам просто об этом напомнил. Ну, $50 тысяч сжег, блядь, тогда на стриме, ну и сжег. Да и хуй с ними. бывает. В какой момент ты понял, что нужно строить карьеру на провокациях и на шок-контенте? В 2018 году примерно, вот после раздеваний, спустя, наверное, может, полгода-год, мы собрались с друзьями, выпили пиво на стриме. И как бы так все интересно получилось, что нам предложили: слушайте, а позовите каких-нибудь девушек на стрим. Мы пошли там, что-то в клубе кого-то там нашли, познакомились и позвали. Кто-то там мог сиськи показать, кто-то там мог, блядь, там... Ну, что такое, какие-то шутки и так далее. Все думают, что у меня были прям трэш-стримы, но на самом деле просто вырезают хайлайт из 6-часового стрима, например. Вот самый жесткий момент. И представление такое происходит, как будто, блядь, это происходит каждую минуту. Нахуй. Но в целом стримы даже прикольные были. Реально, там не зря были большие онлайны, огромные прям онлайны. А ты скучаешь по временам Москва-Сити? Да нет, наверное. Типа, ну, было классно, и это время прошло, это прикольно. Какой тебе стрим больше всего запомнился из того периода? Кайфово было, когда я первый раз увидел 50 тысяч онлайна у себя. 50-60. Ну запомнился, наверное, вот знаешь что? Стрим с Эдвардом Биллом вот запомнился. Когда я предложил ему 3 миллиона рублей за стопку. Это было что-то необычное для того времени. Ну, ты прикинь, 3 миллиона ему предлагают за стопку водки. И он сам еще так думал, там, глоб тер, блядь, там, полчаса.
с кем-то созванивался, с кем-то советовался. Ну, это реально было весело. А где вы вообще находили столько девушек? Мы когда приехали в Москву, когда даже в Питер приезжали, мы всегда ищем человека, который нам помогал бы находить девушек. Этакий, ну, не сутенер, ну, этакий чел, который просто связывает, ну, зовет баб на тусовке, короче. Нашли такого в Москве, 2. И постепенно они на первые стримы, когда вот только в Москву приехали, они звали там по 4 девушки, по 5. Потом 10. Потом онлайны возрастали, денег становилось больше, тусовки более масштабные, более большие апартаменты становились. И уже там 20 девушек, 30, 50, 100 было, 140 там было вроде прям на одних апартаментах девушек именно. Вы каждый платили? Нет, мы не платили бабки. А, не бесплатно приходили? Да, просто за то, что там все бесплатно, алкоголь бесплатно, пиццы заказывали, еду, тогда вот эти шары еще были, ну, на стримах там было видно. Плюс у нас, ну, по крайней мере, принцип был, выгоняли сразу наркоманов. Кто кого знавали, что кто-то нюхает, у кого-то там что-то ищет траву и так далее, сразу за дверь. Возможно, это одна из причин, почему за такое количество тусовок ни одна девушка, ни один парень не отъехал. А шанс был неплохой, поверь мне. Я каждый раз, когда запускал стримы, думал, бля, дай бог, кто-то умер, на. Когда приходило там 100 девушек или 50, охрана Москвы-Сити, она не спрашивала вообще, куда гражданки? А мы наебали их. Как-то они заходили там через черные входы. По одной и той же карте заходило по 4 человека. И самое, ну, это просто на лапу давали. Ну, взятка, блядь. Все понимали, где ты стримишь. То есть владельцы Москвы-Сити не пытались тебя оттуда, грубо говоря, выкурить как-то? Пытались. Как только это приобрело большую популярность, большой масштаб, стримы прекратились. Это, кстати, было до удара головой в стол, буквально за неделю, за 2. Мне начали выключать свет в апартаментах. И интернет глушить именно в апартаментах. Они могут как-то, короче, глушить интернет полностью именно в апартаментах. Плюс к этому всему к нам подходил, получается, управляющий и говорил, что вам нужно выселиться. Но у них не было еще каких-то законных оснований для этого, понимаешь? Вот. Если бы были конкретные законные основания, то нас бы сразу выгнали бы. Я просто с каждой башни на башню прыгал, стримил там, на разные апартаменты снимал. Почему вообще вот на стримах у тебя, вот на этих, было так много темы секса? Что нужно людям? Зрелище, деньги, хлеб. Зрелище и похоть. То есть ты просто играл на самом низме? Да. Типа, это было самое интересное. Плюс я сам хотел ебаться. Вот мне реально было прикинь. Ну, прикинь, я там обычный человек какой-то деревни, видит у себя на тусовке на 100 девушек, и причем они реально такие, ну, там бывали такие, что у меня бэм, сразу. То есть, ну, просто там заикаться начинаешь, блядь. Ну, нужно, конечно, планку держать, там, ну, не показывать это, блядь. Мне самому это было интересно, плюс это было интересно остальным. А реально, знаешь, такой чел, как я, должен был когда-то появиться. Ну, реально, чел, который стримит какие-то тусовки. Это сейчас подсосы какие-то появились, но и то никого не получилось переплюнуть меня. Реально. У девушек-то была борьба какая-то за тебя? Мы, да. То есть боролись прям? Конечно. Понятно, что далеко не у всех, но нет, такое присутствовало. Реально, такое присутствовало. А это кружило голову? Что вот приходят женщины? Ну, первые разы, да. А сейчас уже привык, наверное. Ну, потому что я внешне выгляжу не очень вообще, но зато есть там популярность, есть деньги. Типа, этого хватает большинства девушкам. Получается, покупаешь? Ну, я их не покупаю, но этого им хватает, не мне, блядь. Им хватает того, что я могу быть толстым скуфом, но им похуй на это. Главное, чтобы не на 5:30 бабки были, и все. А кто была основная аудитория у этих стримов? Это дети или взрослые? Я смотрел, кстати, слушай, там блядь, если не изменять память, 6% было 35+, что-то YouTube такого показывал. 40% было от 18 до 24. И 30 до 18 лет. Но, слушай, там был такой контент, что прям 10-летним детям он бы точно не зашел. То есть они бы нихуя даже не поняли. А так, ну, подросткам, уже таким 25-летним, там, 30-летним даже, слушай, ну, прикольно. Но кто писал, типа, ой, ебать, классная тусовка в молодости, вспомнил. Допустим, такие комменты были. А есть моменты, о которых ты жалел потом? Да, много. Какие? К примеру, когда я ударил Алену головой в стол, Блять, бля, я в моменте понял, что просто мной овладел гнев какой-то. Прям, что-то я реально сделал какую-то хуйню. Я начал это понимать просто. В какой момент ты начал понимать? Я начал это понимать в момент, когда через 10 минут уже все паблики об этом трубили. Я думал, что там меня настигнут все вообще. Вообще все. Реально. Будут под домом караулить с ножами, блядь, там, и так далее. Но мстить за нее. Да, в оконцовке все подходят, жмут руку, говорят, я бы еще сильнее уебал. Мне только один человек в жизни подошел и сказал, что ты сделал неправильную вещь. Только один в жизни подошел ко мне так. Кто? Это было в клубе, какой-то незнакомый мне чел. Сказал, блядь,
здорово, ну ты же понимаешь, что ты не прав. Типа, ты там девушку ударил и так далее. Ну, я с ним согласился. Я не прав, там ошибся, ну, за это ответил. По строгости закона. Это действительно неправильно, я сделал выводы. Я больше такого себе не позволял. Были случаи на стримах, когда после этого, даже спустя какое-то долгое уже даже время, меня ударила одна девушка. Она взяла меня за лицо и как уебала. Я промолчал и даже ей пальцем не дотронулся. Потому что я понимал, что так, контролируем агрессию, контролируем, все. Ничего страшного, она там перепила, она там дурная, блядь. Что она вообще позволяет? Там на парня руку поднять, первое, просто так. Но этот случай меня научил, в общем. Реально научил, блядь, контролировать гнев. Я на зону не хочу. Я даже дал себе некое такое обещание, вот что связано с драками. Будь то парень, либо девушка, даже если мне в дадут, в идеале, в самом лучшем случае, я должен не отвечать. Я не отвечу. Мне напишут в чате, и посчитают, если это будет на видео, допустим, мне дадут, я ничего не делаю. Напишут, что ты терпил, оконченный. Но я буду понимать, что с точки зрения закона я абсолютно прав и абсолютно чист. Угу. То есть и для меня это приоритетнее, чем быть терпилой. Почему ты в моменте не справился с гневом тогда, когда ударил девушку? Да, там было несколько факторов. Я проехал большую сумму за день до этого в казино. Я не выспался. Я высыпаюсь практически всегда. Вот сон для меня это самая важная вещь вообще. И слегка под шофе был, слегка под вискарем был. Короче, вот 3 фактора таких сложилось. И плюс она как-то меня вывела из себя, знаешь, тем, что она была под каким-то, короче, веществом, как она сама об этом на стриме сказала. Типа, какой-то наркотик, который делается из кактуса. Короче, он отключает какой-то рецептор в голове, и ей было похуй на все, что я говорил ей, но она пи***la только на меня. То есть, вот у нас должен был быть спор какой-то, да, там, по фактам. А ей было похуй на все, что я говорю. Она просто меня сидела и хуесила. И, короче, вот совокупность факторов. Что такое импульс? Так, а что значит импульс? Ну, ты же сама сказала импульс. И я ей показал, что такое импульс. Но, слушай, кстати, после этого... Гордиться нечем. Ну, зато физику изучили. Что? После этого мы с ней встретились. Да. Даже был второй стрим с ней. Я ей дал 80 тысяч рублей, мы помирились. Действительно помирились. Был момент такой еще, кстати. Ну, это, блядь, жестко, на самом деле, я это вроде не рассказывал даже на стримах. Вроде бы. Короче, мы встретились без камер. За день до стрима с перемирием пообщались. Ну, вот реально все вот как бы объяснили друг другу, там, что, как там. И, короче, мы нарились какой-то настойки и засосались. Засосались? Да, мы прям с ней целовались. Ну, блядь. Получается, бьё, значит, любит? Ну, это, наверное, алкоголь. Но в целом, реально, я так понимаю, даже в глубине души у нее вроде бы обид нет. Ну, мы это все решили, реально. Давай восстановим события. Как выглядел вечер после того, как ты вырубил стрим? Она убегает У нее, на лифт, кровь там на лице. спускается на первый этаж, в холл. И с какими-то подругами, там 2 или 3 подруги было. Она сначала убежала даже на улицу с холла, потом обратно зашла, сидела в холле, вызвали скорую, типа, она начала там орать, что там пи***й. Я там что-то выбил ей все зубы, нахуй, челюсть сломал. И я просто охуел вообще, насколько она реально солгала тогда. Короче, фишка в чем была? Я взял ее, блядь, вот так вот за голову и въебал, именно вот этой рукой надавил и въебал лбом об стол. Я думал, типа, ее тем самым проучить. Чтобы ей в голову правильные мысли пришли наконец-то. Когда уже произошел суд, там было заседание, 1,5 года судились. Реально, 1,5 года. Это я на всю жизнь запомню. Стресса сколько было. На суде мы с судьей и прокурором смотрели полную 40-минутную запись этой хуйни. Ну вот просто представь, вот я так сожалел о поступке об этом, потому что я понимал, что я там вышел на эмоции, некоторые гнев и так далее. А прикинь, с судьей, с прокурором, и с адвокатами, и с моей стороны, и с ее, смотреть 40 минут в полном тишине зала, на полной громкости эту хуйню. Там у меня еще мат был через слово каждое. И на суде вышел, получается, медэксперт, ну, не судмедэксперт, ну, в общем, вышел вот чел, который, получается, проверил ее состояние физическое. Там же, когда вызвали скорую, ее проверили, повезли вроде бы даже в скорую, и там сделали справку. Какие повреждения, не повреждения. Заключение было такое, что она испытала только физическую боль. И все. То есть она сама его, если что, сделала. То есть не то, что там я кому-то денег заплатил, там нет, она сама его пошла и поехала сделала. Никаких переломов, никаких вообще ничего. Ничего. Но я думаю, что она же еще получила травму эмоциональную. Она топила за психтравму. Что она стала сумасшедшей, блядь, что она начала употреблять наркотики, нахуй, из этой всех хуйни. Ну, я никто не поверил просто, и все. А ты думал, что это может убить твою карьеру? Да, думал. Но, как казалось, меня даже похвалили, блядь, за это.
Ну, какие-то девочки 10 лет пишут в комментариях, что я долб. Ну, всем похуй. А кто хвалил? Кто-то хвалил, какие-то аккаунты, парни, девушки. Ну, может быть, я только такие комментарии вылавливал, но я не скажу, что там был только типа позитив, там был хейт, блядь, понятно. Но там даже девушки как бы говорили, бля, я еще сильнее уебал, и так далее, блядь. Что за бред, блядь? Ты берешь, не справляешься с гневом, сложились какие-то у тебя там факторы свои из-за того, что ты прибухнул, не выспался и проигрался. Но это исключительно твои проблемы, чувак. Чё мои? А чьи? Я согласен, что я не прав, но я просто объясню логику этих людей. В их мире, допустим, он пишет чел с Сахалина какой-нибудь там, или с Хабаровска, пишет какой-то в Чите, или в Чите сидит чел. Так. И он видит, что девушка оскорбляет парня. Он бы сам думает, блядь, за такой базар я бы и сразу с крюка навешал бы на бороду. Понимаешь? А он просто ее лбом об стол ебал. И я понимаю, что я не прав, блядь. Просто такая альтернативная точка зрения есть, что много кто не позволяет, допустим, девушке даже на себя, не то что руку поднимать, а оскорблять себя. Сразу в ебало бьют, нахуй. Таких людей много, если ты не знал. Так я огорчен от того, что таких людей много. Да всем похуй. Это мое огорчение? Ну, я понимаю. Всем реально им похуй, что ты огорчен, понимаешь? Блядь, ну реально так получается. Мир, он, блядь, ебан разнообразен. Разные люди есть. Нет, разные блядь. мнения, тысяча мнений. Да какое тут может быть мнение? Поступок мерзкий. Поступок Какой? мерзкий, блядь? Ну а что? Ну что ты начинаешь? Ты просто сидишь, угораешь над чем? Над тем, что все хорошо закончилось, блядь. Вот над чем, что все круто, никто не пострадал, ни у кого нет каких-то психических травм после этого, блядь. Просто лбом ее пи***нул, и все. И за это я отвечал 2 года, 1,5-2 года, блядь. Ездил на суды, деньги ей дал, блядь. Извинился на суде. Я извлек урок. Все. Толпа может меня хейтить за это, но похуй, я все равно ее смогу переобуть. Я пойду покормлю кота на улице, они все напишут, что я святой. Почему она 2-й раз пошла к тебе на стрим? А может, я умею убеждать, блядь. Как и ты, нахуй. Может, как это я убедил ее даже прийти на стрим 2-й раз. Ну, как-то она же пришла. Пришла. Я не знаю, может, столкнулся синдром, блядь, хуй знает. А может, нет. Я не знаю. А полгода общественных работ, это как вообще? Ну, как? Ну, это дисциплина какая-то определенная, наверное. Чья? Ну, как вообще я, блядь? Ну, моя, нахуй. Ну, ты был на общественных работах? Слушай, ну, пошло все, короче. Понял. Давай пропустим эту. О, фрик этот. Кстати, это собачка матери, ее Тео зовут. Что такое фрик это вообще? А это твоей? А? Твоей мамы? Да, моей мамы. Ну, хороший пес. Ну, мне лично смешно просто становится, он такой ебанутый. Это А что в нем ебанут? Ну, посмотрим. Смотри, какой любопытненький. такой, блядь, нюхач. Нюхач? Ты мохнатое животное, мохнатое животное. Ну, видишь, потусоваться пришел. Ну, прикольный пес. Следующая тема нашего разговора – бустер. Опа! Иди сюда, маленький. И ваш конфликт. С чего все началось? С полной хуй вообще. Это был угар абсолютно. Вообще, у меня никаких обид на него нет. Это был просто угар, подъем. Просто его, цепануть и посмотреть на его эмоции. Почему тебе так важно было, чтобы он послушал с Диларой трек Моргенштерна? А, бля, Рил, давайте так! Я Рил готов сейчас 5 мультов закинуть ему, но чтобы они просто послушали этот трек. Я увидел этот комментарий в чате. Так. Мне предложили, типа, пускай они послушают трек Моргенштерна. Типа, это, получается, Дилара, бывшая девушка Моргенштерна, и Бустера, короче, как-то косвенно выставить куколдом. Блин, мне показалось это смешно. Ну, это реально прикольно же. Подожди, выставить кого-то куколдом – это достаточно неприятное дерьмо. Особенно, если человек не является куколдом. Ну, он доказал, что он не куколд. Доказал. Отказался. Да. Проявил гордость. Красавчик. Правильно? То, что он отказался от 5 миллионов рублей за то, чтобы послушать один трек. Да. Ну да, не, на самом деле молодец. Да, вот скажу так, без рофлов молодец. Потом ты ему предлагал сыграть в КС на Дилару. Ну это же абсурдно. Я запустил игровой стрим, там мне начали все спрашивать про Дилару, про эту всю тему. Мне тоже показалось это смешным. Что тут плакать-то, блядь? Давай на Дилару сыграем, нахуй, и все. Но он сразу врубил боевого оленя, защитника девушек, и все. Ну а что он, по-твоему, должен был? Сыграть? Проигнорировать эту хуйню, поугарать и все. Либо посмеяться, просто сказать, типа, вот мусор долбай. Ха-ха. Либо проигнорировать вообще. А ты пошел играть, если бы тебе предложили так? Да сыграл бы катку, да ничего страшного. Я популярный стример, он популярный стример. Просто сыграть, типа, блядь. Ну, типа, сделать вид, что на бабу, ну, на девушку. Дилара тебе нравится? Началось все, когда я был на Маврике, в Африке, год назад. Я сижу на стриме и рассказываю о том, что мне ночью приснился сон с Диларой. Так.
И все почему-то подумали, что я в нее влюбился, блядь. Я вот, получается, вот на стриме об этом рассказываю, туда-сюда, вот и все в эту тему переросло. По поводу красоты, не красоты, знаешь, тут, по правде говоря, если без сарказмов, там, без попыток, там, блядь, что-то пошутить и сделать какое-то шоу, то девушек не стоит никаких судить за внешность. Не стоит просто. Дилара объективно красивая девушка. Да. Нормалды, бурмалды, блядь. Ты так не считаешь? У меня развито какое-то ощущение красоты. Допустим, мне вот легче мне было бы ответить, если бы ты сравнил ее с кем-нибудь. Я не считаю, что надо с кем-то сравнивать. Знаешь что, например, мне нравится девушка с большой жопой. И, короче, блядь, у нее очко плоское и, не очень. Так просто. У меня просто красота выделяется в этом, понимаешь? Не в лице даже. То есть я бы встречался с крокодилом, возможно, если бы у крокодила была идеальнейшая фигура. То есть красота в жопе? В фигуре. А нравится жопа. Давай тогда, какие девушки тебе нравятся? Так, типаж вот твой. Длинный язык. Прям вот физически, что прям длинный язык. Для меня это эстетично охуенно выглядит, прям нравится очень сильно. И плюс отсос просто бомбезный. Если у девушки реально красивая, там, большая грудь, своя натуральная, блядь, это прям охуенно. И если она прям большая, и девушка сама по себе, довольно стройная, вообще жесть. Мне прям нравятся формы. Но больше всего нравится очко. А лицо? Там нос, глаза, брови. Вот последний раз понравилась девушка, насколько я помню, именно лицом. Для меня это вообще необычно, но она была похожа на какую-то лису, блядь. На лису? Да, на лису. В лесу, нахуй. Как-то прикольно было вообще. Но мне в основном лицо не очень заходит. Реально. То есть не видишь особо в лице красоты? Да мне не важно, какое лицо. Я бы, наоборот, даже если встречался, я бы встречался даже с девушкой, которая, не прям там, типа, местом красоты, там, блядь, Новополоцк, там, Хабаровск, Москва. Не люблю. Конкуренция таких большая. Все время, блядь, ревновать, все время... Что-то, блядь, все время к ней будут подкатывать какие-то... Какая конкуренция? У тебя капитализация 100 миллионов почти. Да не подъеб ты уже меня, заебал. Про угрозы бустеру. Ведь дошло до этого. Да, на самом деле, бращину я. Реально, этого не хотел, вышел на эмоции, я реально переборщил. Угроза бустеру, что за бред? Типа мы просто максимум в интернете друг друга подъебали и угорали. Это с моей стороны была ошибка полная. Неправда. Абсолютно. Повод извиниться. Бля, опять это слово сказал. Хуй тебя. Давай я признаю свою неправоту. Хорошо. Не, я еще в конце интервью ты точно меня забатишь перед кем-то извиниться. Ты заебешь, реально, блядь. Мне нужно уже перед всем интернетом извиниться, нахуй. При этом ты как-то говорил, что бустер как будто предал стримы, когда начал встречаться с Диларой. Да. То есть раньше он был такой полковник Бустеренко, а теперь, получается, все закончилось? А теперь генерал Куколдини. А почему так считаешь? Просто так. Полковник Каблученко. Может быть, ты видел от его же аудитории такие. Вот, поэтому... Смотри, раньше он был таким, получается, заводным, бэм-бэм, стримил, все круто, а потом... Сейчас я, возможно, его понимаю. Видимо, в жизни что-то произошло, какая-то апатия, уже нет цели. Он тоже, возможно, 200 тысяч онлайн сделал и, блядь, уже заебался просто от всего. Вроде и деньги зарабатывает, вроде уже и отстримил свое, и решил наладить свою личную жизнь, возможно. Сейчас я его понимаю, вот сейчас. Я бы его за это бы не критиковал. Там пошутить может, там, Куколдини, там, блядь, Каблук, там. Ты просто сказал одну интересную фразу, что в отличие от бустера дойдешь до конца. А что ты имел в виду? Стать в оконцовке реально самым крутым русскоязычным стримером. Прям самым-самым. С самыми большими просмотрами, с самым большим онлайном, самым обсуждаемым. И причем держаться так долгое время хочу. Не просто там в моменте хайпануть, как я это сделал 4 месяца назад. И такой типа все, блядь, слился. Не, а прям держаться. Я просто понял, что личную жизнь свою настроить не смогу, там типа девушкой встречаться и так далее. Потому что сам себе, долбой. И я выбрал карьеру. Сколько надо держаться вот на первом месте? Пару лет. Вот знаешь, в том состоянии, которое было 4 месяца назад, всеобщий хайп, в таком состоянии хотя бы год-два продержаться, и я бы с огромной радостью вышел бы на пенсию. Просто все, я реально уже свое сделал, своего контента завез, дал должных эмоций зрителям, аудитории, нарезчикам, всем, и вот выйду на должную пенсию. Ты не сгоришь и не перегоришь за это? Я уже сгораю очень сильно. Но я это делаю для аудитории. В оконцовке я все равно буду, блядь, несчастен, нахуй. Даже с деньгами большими. Зато, блядь, когда отъеду, меня будут вспоминать. Даже кто хейтил, я думаю, будут вспоминать, прикольно. Все-таки движи в интернете он навел. Можно сказать, что бустер в какой-то момент был примером для подражания? Слушай, если убрать 80% его шуток про то, что он возьмет член парня в рот, то да.
Реально. Вот он пропагандирует и прям призывает, допустим, уважать родных. Ну, маму, допустим, да? Не пьет. Вот я даже его зареспектовал, что он такой движовый, сука, без алкоголя. Но, блядь, как оказалось, он, короче, под антидепрессантами сидел. Я не знаю, как они действуют, но это тоже какое-то изменение состояния все-таки. Но я даже в какой-то мере, ну, реально радовался и смотрел, бля, вот так же хочу. Вот просто трезво полностью. Посидеть с девушками и также позаводить контентом вот таким бэм-бэм, бодрым, крутым. Как он в то время был. Мне кажется, что раньше, вот в той версии бустера, ты видел себя. То есть он тоже такой кричащий. Он достаточно был провокативный и местами даже токсичный. Например, он как-то плюнул на свою девушку. А сейчас он построил бизнес, у него нормальные, здоровые отношения. И при этом он кажется внешне счастливым. И мне кажется, что внутри ты бы тоже все это хотел иметь, но при этом не можешь. Я думаю, да. Я бы тоже хотел обычной жизни. Конечно, блядь. Вообще абсолютно. Я тоже хочу просто там, выходить на улицу, там, в кого-то влюбиться, ходить там, ну, без там, охраны, просто вот там выйти с девушкой погулять, блядь. И если есть еще о чем поговорить, так это вообще охуенно. Есть какие-то общие интересы. Заняться собой. Да, это было бы классно очень. Но я так не могу. В последнее время что-то начал прогинаться под вредные привычки. Алкоголь, там, и еще есть одна, блядь. Даже, нет, и у меня всего 3. Какие? Кальян, алкоголь и закись азота. Шары. Шары. Осуждаю абсолютно. Ну, сейчас, допустим, я вот как-то вот так. Помнишь те голосовые, где я плакал? Нет круга общения никакого, блядь. Я закрываюсь в алкоголе. Я думаю, там тоже вопросик, может быть, возможно, про это есть. Это все под шарами было, блядь. Типа, там состояние меняется вообще пи***ц просто. Если вот учитывать все, что я перечислил, со стороны кажется, что твои нападки к Славе — это отчасти зависть, что у него получилось жить нормально. А это разве не моя работа вообще? Вот кого-то, знаешь, на что спровоцировать, с кем-то начать какое-то общение, дружить, общаться там, или конфликт и так далее. Литвин большой, узнаваемый. С Моргеном какое-то противостояние, ну, большой и узнаваемый. То есть, получается, с Литвином такая же история. Завидую, что он встречается с великой женщиной Адель, с Бустером, что встречается с Диларой. У всех этих ребят есть личная жизнь, кстати. Ну да, кроме меня. Кроме тебя. Если ты говоришь про зависть, сейчас намекаешь про зависть, да, блин, ну это прикольно, это круто. Я тоже так хочу, но я понимаю, что у меня цели какие-то как будто, блядь, другие и выше. Я принял в себе то, что, возможно, я такой чел импульсивный, да, ну и как бы в отношениях, ну, борода будет. Почему ты постоянно задеваешь чужих девушек? Блядь, да вы заебали. Да давай, вот по факту. Ну, давай. Дилара, Лиза, Адель. И тут у меня есть воспоминание, что ты приставал к девушке Игоря, если помнишь. Это тоже было. Ага. То есть какая-то у тебя есть особая тяга к чужим женщинам. Сука. А знаешь, почему это нахуй? А может, я заебался трахать обычных девушек, и мне хочется что-то посложнее, какой-то челлендж? Не знаю. Да, может быть так. А может быть, ради хайпа. С Игорем Ксикайпа охуенно получил секс. Если на полном серьезе говорить, почему так происходит, что, допустим, ну, за такой временной отрезок, типа в год, ну, за год, я задел там 4 девушек разных, условно, да? Может быть, потому что я понимаю, что это такая слабая тема для парней, типа они провоцируются. Обычно, с точки зрения там, психологии, когда ты цепляешь чужих девушек, то ты просто хочешь задоминировать их самцов. Может быть, у меня какой-то подсознательный фетиш Так. сделать кого-то куколдом. Или в очередной раз доказать, что все решает бабки. Получается, любую женщину можно купить. Не любого человека можно купить. Нет. Ты встречал обратные примеры, когда ты кого-то хотел купить, но человек, ну, например, женщину какую-то, как-то ее покорить деньгами, а она говорит нет. Да? Когда, знаешь, когда я понимал просто, что мне так заебало говорить о какой-то хуйне, типа спрашивать, как дела, или разговаривать о том, какое синее небо, или там, а что ты делала 2 года назад, ты училась или работала? Ну, бывало такое, что, блядь, давай, типа, я тебя там мурсану, там, за 500 000 рублей. Такие, нет, иди нахуй. Ну, понятно, тут подход нужен. Но правильный подход и нужная сумма могут решить очень много.
Давай пройдемся публичную девушек, которым ты проявлял какие-то знаки внимания. Например, Амина. Я хотел ей подарить Бентли, потому что с ней как так сложилось, что она помогла мне реально собрать столько миллионов просмотров, блядь. Типа, мустрой задонатил. Хотя это все вообще, по большей степени фейк, блядь. Там вроде один раз или 2 раза в жизни закинул донат и все. Видишь, так сложилось, что, она собрала мне реально очень много просмотров, и я, захотел купить Бентли. Я ей написал в Инстаграм, она ничего не ответила. Я думал, окей. Алла Брулетова. Бля, ты сейчас выдал, нахуй. Подожди, мне нужно сейчас собраться с мыслями. Давай. Почему? Да, бля, такой хуй вопрос. Я уже понимаю, что ты будешь спрашивать. Как я понимаю, ты пообещал ей Урус, правильно? Нет, я не обещал ей Урус. А кто ей обещал Урус? Ей за меня пообещал Юра Урус. Он пообещал его, потому что я у Юры спросил, слушай, сколько тебе там Уруса стоит? Я думал Брулетовой купить. Я это просто ему написал, и он ей уже сразу сказал, что я обещаю ей, все, я еще покупаю Урус. Но я спросил за ценники, в общем. Как-то вот так. А Юра мне сказал, что ты, или кто-то из твоей команды отправил 1 миллион в качестве предоплаты за Урус. Другая история была. Давай. Я сидел с типом, он ко мне с Москвы приехал. Он мне сказал, я тебе нарулю, если хочешь, любую девушку, какую хочешь, назови имя. Я думаю, что ты пи***ешь? Давай Брулетову сюда, чтобы она сама приехала. На тот момент я с Брулетовой уже общался. Он говорит, окей, легко. На что спорим? Я говорю, давай 20 лямов, если она в течение 15 дней ее нога вступит в мой дом в Турции, я тебе даю 20 лямов. И в оконцовке она сама, приехала. Вообще сама я даже не звал. Я ему отдал 20 лямов. Подожди, она пришла прямо к тебе домой? Да, она мне пишет, отправляет фотку, как она в моем комплексе в отеле. Я думаю, нихуя тебе, что за бред? И говорит, я приехала. Вот, с подругой. И вы просто встретились, попили кофе. Да, мы встретились с ней, побухали. Да и все в целом. Каких-то романтических отношений не возникло? Да мы поговорили с ней по душам, полежали на лужайке, под солнцем. Пообщались о том, о сём. Да и все. Смотри, я слышал другую версию, что ты хотел с ней увидеться. Ей, ты или кто-то еще предложили Урус купить у Юры. За этот Урус внесли залог 1 миллион. Этот чел, который 20 лямов скинул, взял залог. И при этом остальные деньги не скидывал под разными предлогами. Она долго сомневалась, лететь, не лететь, но в итоге решила лететь, потому что все-таки хотелось Урус. В итоге Урус ей не достался. Но я его не обещал, я его не давал ей, да? Грубо говоря, ее поднаебали в этой схеме. Да? Нет, задача у чела была любым способом ее привести, чтобы ее нога вступила в течение этого времени в мой дом. То, что он там ей обещал, мне по... Я не знаю, я не буду за его обещание отвечать. Знаешь, в чем фишка? Она все равно приехала. Не я к ней, блядь, она ко мне. И она меня ни разу не видела и боялась. Ты понимаешь, что она приехала с подругами? Да, это что, 20 лямов, да похуй вообще. Просто вот в этом и фишка. Это опять же доказывает, что я в оконцовке по-своему прав. От чего я в этой истории охренел сильнее всего? Это от видоса Алекса Лесли. Один из моих учеников, с которым я давно не общался, мне написал, Строй хочет, чтобы ты к нему прилетел. Я, охуел с этого. Который прилетел в Турцию. Да. Устроил твой разбор. А стоит ли мне сказать, почему, как он прилетел, при каких обстоятельствах? Давай. Этот чел, с которым я поспорил на 20 лямов, что Брулетова зайдет в мой дом, он предложил позвать еще Алекса Лесли, чтобы нам было веселее проводить время. На несколько дней. Я ему говорю, давай. И, скинул этому типу $30 000. Передай Лесли. Это гонорар за то, что просто приедет на несколько дней, просто с нами, покуколдит. Так сложилось, что, получается, он приехал. И я в этот же день уехал на джете в Москву. И что он записал? Записал, что ты полетел в Москву, потому что влюбился. Это первое его было утверждение. У Лесли. Он якобы летел давать тебе советы, как вести себя при влюбленности. И дальше одна из мыслей была следующая, что ты боишься женщин, которые тебе действительно нравятся. Откуда эти выводы? Я просто с ним ни разу в жизни не виделся, ни разу в жизни не общался. И он никогда в жизни не видел, чтобы я вживую, при нем хотя бы с кем-то общался. Алекс Лесли утверждает, что очень много женщин, так скажем, которые обитают в местах вроде Москвы-Сити, его агентши. Ай, блядь. Во всем он промазал, кроме чуть-чуть одного. Чего? В Москва-Сити я принципиально не хотел ни в кого влюбляться и заводить девушку и отношения.
Потому что карьера была намного важнее всего этого. А сейчас что-то изменилось? Сейчас, наверное, что-то изменилось. Сейчас как бы у меня такого же принципа нет, реально. И если бы мне какая-то девушка понравилась, вообще с радостью там общался об этом, ну, что-то бурмалдел бы. Давай вот зафиксируем. В Брулетову ты влюблен не был? Нет. Нет, действительно нет. Она реально выглядит миловидно, прикольно, красивая внешне, но нет. Топ-3 самых красивых девчонки в СНГ. О, блин. Сердце что подсказывает? Сердце что подсказывает? Ничего. Ну, таких вот прям... Ну, никого не можешь назвать. Никого не могу назвать. Но мне кажется, вот Брулетова красивая, реально красивая прям. Мне фигура не нравится, мне нравятся вот более такие, более женские формы, но типа вот лицо реально респект. Если бы у тебя была возможность провести вечер /ночь с любой женщиной мира, кто бы это был? Я бы назвал Саванну Бонд, но ее уже ебет Райан Гарсия. Я бы, знаешь, выбрал бы какую-нибудь худую африканку с большой жопой. Я не знаю, ну какую-нибудь вообще, выцепил бы из Африки. У них генетика просто ебаная вообще. Нравится тебе? Да, вот я обожаю фигуры, прям вот это слабость прямо охуевшая. Смотри, ванна у тебя какая кошерная. Слушай, ну я тут ни разу там не купался, ничего такого. Ну, да, это типа такой полуджакузи, наверное. Ну нет у тебя такого прикола, что любишь поваляться в ванной? Я, к сожалению, нет. Так там сходил, блядь, там пару раз в неделю в душ, да и все. Кстати, интересный момент, что это, наверное, вписка впервые проходит на таком ограниченном пространстве. Давай так, зато это правдивая вписка. Я действительно провожу вот в этом месте, где мы были, 90% времени. А ты чувствуешь здесь себя как дома? Привыкаешь, но заебаться переезжать. Хочется уже постоянного места жительства. Просто как бомж там. ты же ничем особо не обуючиваешь. То есть ты, понятно, поставил свой рабочий там инструмент. Все, да, и просто там лег в кровать, блядь, положил там одежду на кровать, ну и вообще все. Вот вообще. Типа похуй на одежду, похуй на уют, там такой вот. В номере прям есть, получается, массажная комната с турецкой баней и хамамом. Это массажные столы, тут ложишься, бурмалдишь. Тебя массаж делают. Знаешь, что еще приятно, комфортно? Что не нужно никуда ехать. Не нужно даже не идти ни в какой спа-салон. Это просто у тебя прям в номере. Сначала что происходит? Ты просто, получается, ложишься, делаешь массаж, а потом ты идешь, получается, в этот хаммам, там просто прогреваешься. И после того, как ты прогрелся, ты идешь, получается, в турецкую баню, ты, получается, ложишься, и там, она там, короче, какой-то тонной пены окутывает и, короче, моет тебя прям. Ну, прикольно, кстати. Реально прикольно. У меня спонтанный, неожиданный вопрос. На изи. Что для тебя любовь? Что для меня любовь? Как ты понимаешь это слово? Как я понимаю это слово? Наверное, когда ты закрываешь глаза на все изъяны человека и не видишь в нем ничего плохого. Вообще. Ну и, соответственно, какая-то привязанность. Полное принятие? Полное принятие человека, абсолютно. Таким, какой он есть вообще. Да, вот это, наверное, любовь. Ты допускаешь, что у тебя могут быть отношения с девушкой с одной, в которых ты будешь счастлив? Да, допускаю, чего нет. Если представить вот девушку мечты, но строя, ну, не беря во внимание вот внешние параметры, а именно какие-то человеческие качества, то какой это должен быть человек? Чтобы я ей по-настоящему нравился. Вот по-настоящему. Вот для меня это качество было бы классное. Это первое. Второе, чтобы она никогда в жизни не пердела при мне и не рыгала. Вот никогда в жизни. А тебе можно? Нет, я бы тоже это не делал при ней. Ну, я бы там отворачивался, потому что никогда бы в жизни больше не встал, если бы она перднула. Никогда в жизни. Это просто вот, это я уже проверял. Давай это будет человек добрый, откровенный, честный, то есть. И человек, который может, блядь, сидеть месяц со мной дома, и который может месяц со мной тусить бесконечно, блядь, не просыхая. Ну, не то, что не просыхая, а точнее... Не просыхая, блядь. Пить с тобой, так это алкоголичка будет. Короче, месяц можно сидеть дома, там, какие-то игры вместе даже играть. А можно в месяц, допустим, в спортзал ходить каждый день и там по 3 раза в день, блядь. Короче, за любой движ, со мной. Ну, прикольно. Почему ты вообще окружаешь себя часто какими-то такими полуэскортницами? Ну, насколько я знаю, это не эскортницы. То есть их анкет нет. То есть это обычные девушки, с которыми там кто-то в Москве подошел на улице, познакомился, взял контакт, где-то пригласил там на вечеринку какую-то. Она пришла, и вот, типа, ей предложили, допустим, а го вместе попутешествуем там немножко, там, к Мэлу заедем, допустим. Плюс я не обижаю тут никого вообще, ну, в том плане, что, ну, в плане денег, блядь, сумму даю на расходы, на месячные. Какая сумма? Ну, $5,000. А у тебя сейчас 12 девчонок с тобой. Ну, да. И плюс нет такой хуйни, кстати, что там со мной обязан там что-то ебаться. То есть я сам такой какой-то, блядь, не фригидный, но такой
выебу кого-то, блядь, раз в месяц. То есть тут просто вот люди, на самом деле, блядь, тут просто отдыхают. Ничего, не должны не работать, нихуя, просто лежат, блядь. Типа, ходят на пляж, ходят в качалку. Такие деньги они даже вряд ли в Москве заработают, я так предполагаю. Ну, допустим, 450 тысяч рублей, допустим, ну, просто типа на там, иди погуляй, и просто находись рядом. Допустим, когда выпиваю, пишу им, го, погнали вместе. Вот. И сразу у меня компания есть, мне как-то веселее, с девушками, ну, прикольно бухать. И плюс тут поток. Типа девушки там, ну, по 4 месяца сидят, по 5, потом уезжают новые и далее. Просто кто-то приезжает, думает, что я с ними начну встречаться, а на самом деле я, ну, типа, нет, и все. И они как бы понимают, что как бы вроде и время теряют, а вроде и нет, а вроде и... Ну, короче, и вот уезжают, ну, нормально, расстаемся, типа. Слушай, а почему ты так редко с ними идешь на близость? А, типа, почему я резко их ебу? Да, я про это мягко сказать. Ну, то есть не сексуально не привлекают они? Ну, мне, кстати, слушай, ну, симпатичные, но как будто какого-то желания такого прям нет. Просто желания нет. Ты из-за жизненной апатии в целом? Слушай, может быть из-за того, что я в постоянном стрессе нахожусь, кортизола очень много, и там, знаешь, ну, типа, это тоже влияет. Там. Тут же, наверное, думают, что там, если приедут, то нужно обязательно там сразу перед входом мне отсосать, там, блядь, еще что-то такое не бывает. Дружбу Моргенштерна ты отверг, но при этом выразил желание дружить с Хованским. Я просто предложил его позвать на стрим. Ну окей. Про Хованского просто ты не первый раз тепло отзываешься. Ну да, даже несмотря на то, что как раз-таки он на меня там разоблачение записывал, если ты помнишь. Такое было. Но у нас на интервью он сказал, что было, но прошло. Было, но прошло. После доната. Слушай, ну в том-то и дело, что у меня даже никаких обид нет на всю эту. Даже чел меня разоблачал, там, ненавидел, блядь. Но я решил даже вот подумать о том, чтобы позвать его на стрим. Вместе встретиться, выпить, поговорить. Я позвал бы несколько девушек, бы посидели бы, провели какой-то стрим. Я думаю, бы зрителям понравилось. И прикольная коллаборация тоже. У нас в интервью Юра активно пушил идею, что тебе стоит вложиться в виноградник и поставить его управляющим. Ты задумывался о такой идее? Задумался. Ну, пока возможности нет. Ну, вообще, если бы были бы реально лишние деньги, я бы это сделал. Это был бы реально угар просто. И Юра сказал еще такую штуку, что вот вложись в это всегда с тобой будет. Иначе ты все эти деньги, которые у тебя есть, проебешь. Мне кажется, что Юра оказался пророком немножко. Ну, потому что пророком это было, я думаю, и так всем Потому понятно. что долги есть, виноградника нет. И денег тоже. И денег тоже. Да, и денег тоже нет. Ну, блядь, ну, это очевидная тема, потому что я лудоман, и у лудомана исход всегда один. Это 0, блядь, и долги. Можно сказать, что всем своим проблемам жизненным ты обязан казино? Ну, практически все, да. Практически все, да, я думаю. Потому что в казино-то я начал играть еще там, с 17-18 лет. А до этого я тоже испытывал азарт, играя на различных сайтах по CSGO, где можно ставить скины, там, короче, крутится общий барабан, и один игрок выигрывает все скины, всех игроков, которые поставили. Ну, как-то вот один раз я вот играл в CSGO, выиграл кейс. Так. После игры там выпадает там дроп, и мне выпал кейс, который стоил 60 центов. Я заливаю этот кейс на сайт, делаю ставку. И в последних секундах чел поставил предмет М4 «Рыцарь», я помню. Он тогда стоил $360. Объясняй. Это какой-то раритетный. Ну, это какой-то редкий скин, редкий предмет в CSGO. Ну, $360 там, на то время, это прям реально были очень большие деньги. Вот. И в чем фишка? Против его М-ки у меня стоит мой кейсик за 60 центов. То есть, ты понимаешь примерно шансы, да? Там у него выиграть шанс был 99,8 примерно. 99,9. То есть у меня шанс выиграть был 0,1. И так произошло. Начинает крутиться, все аватарки летят его, и когда начинает останавливаться, ну, стрелочка, там выпадает моя аватарка, бэм, останавливается на моей, и я выиграл с кейса 60 центов стоимостью М4 вот, за $360, то есть редчайший скин. Я тогда подпрыгнул, блядь, со стула, начал звонить тогда другу лучшему, говорить, ебаный в рот, я там разбогател. То есть какая-то безумная эйфория была? Это безумная эйфория. Это прям, ну это жестче безумная эйфория. Самая сильная эмоция твоя, да? На тот момент в жизни, возможно, да. Да, мне было лет 14 примерно. Вот, ну и после этого, сам понимаешь, короче, потихо вот захотелось обратно этих эмоций. Начал ставить скины, начал делать ставки на события. Потом
Проходит несколько лет, мне уже там 17-18, друзья решили меня сопроводить в казино, и, короче, вот такая тема пошла. Это я просто сейчас рассказал вообще, как я начал. Ну, чтобы просто понимала аудитория. Практически все проблемы в жизни у меня из-за лудомании, блядь. Из дома не выхожу, я из-за лудки. Я не потому, что я затворник. Мне нравится, блядь, гулять. Я просто делать ничего не хочется. Не хочется работать, не хочется ни с кем общаться, не хочется вообще ничего. Когда ты проебал бабки свои в казино, влез в долги, ты в этот момент хочешь максимум поесть, блядь, лечь спать и забыться вообще. Оглядываясь назад, ты не проклинаешь этот скин? Блядь, вот это вопрос. Проклинаю ли этот скин? Если я смогу себя взять в руки, то нет. А если не сможешь? Пока же не получилось. Пока не получилось. Если не смогу, значит, такая судьба у меня, блядь. Честно говоря, я не хочу что-то менять в просто жизни. Вот мне она нравилась. Все было круто, прям вообще идеально. Не нравится только в этой, блядь. Вот эта реальность. Когда ты почувствовал, что ты зависим от казика? Это было еще, я тогда стримил уже, если что. Я тогда 500 тысяч рублей поставил на бакарат. То есть, короче, на синее либо красное. Вот если падает синее, да, ты выигрываешь. Я поставил 500 000 рублей вроде на красное. И выпало синее. Я проиграл их. Эти 500 000 рублей я собирал где-то несколько недель. И когда их проиграл, короче, там друг сидел на стуле. Они меня что-то вроде не выпускали. Я хотел уйти из квартиры, я уже собирал вещи, там, кроссовки одевал, там, блядь. Это была ночь, дождь вроде, блядь. Они меня, короче, не пускали. Я пошел на кухню, взял нож и въебал в стул, на котором он сидел. Они очканули прям по-жесткому. В оконцовке... Это был друг и брат. Так. Их было двое. Турим, серый. А это было в Беларуси? Это было в Беларуси, да. Я, короче, как-то их забатил, выйти из квартиры, посмотреть какую-то хуйню. И закрыл дверь, Они были в носках, они даже кроссовки не взяли. Ливень был. Я выбрался из квартиры обманным путем. И, короче, убежал, И вернулся через 2 суток. Я всем сказал, что я ночевал в лесу, но я ночевал тогда... Я поехал к бабушке на автобусе и переночевал к бабушке. 1 раз. А потом поехал после бабушки в лес. Там ходил, думал обо всем, об жизни и так далее. Что лудомания приводит к этой хуйне. Это ужасно, это пиздец. Что делать? Как я так вообще могу поступать? Это тяжело все. Перегружать так нервную систему для меня страшно. И вот как-то думал о том, чтобы перестать со всеми общаться. Хотя причины, по сути, не было, но просто из-за того, что проебал все, я думаю, что все общаются со мной ради бабок, а если у меня бабок нет, значит, со всеми общаться я первый перестану, короче. Слушай, а как ты нахаслил эти 500 тысяч рублей? Донаты. Я тогда стримил каждый день, там были донаты. За 300 рублей мы пили стопку водки. Ты прикинь, это было тяжело, нахаслить, блядь. Да, представляю, сколько водки было выпито за 500 тысяч? Не только мной, но да, там много кто старался, много кто помогал. А что ты вообще глобально чувствуешь, когда ты выигрываешь? Что-то с этим можно сравнить? Я так давно не получал эмоций от других вещей, что я, блядь, думаю, с чем это сравнить. Это, наверное, сравнимо с пексом с какой-нибудь девушкой, которую ты всегда хотел, и у которой идеальная фигура. Такие тебе часто встречались, чтобы ты всегда хотел и идеальная фигура? Может быть, лет года 4-5 назад, да. Можно сказать, что победа в казик сильнее оргазма для тебя? Смотри, какой суммы. Что ты, блядь, пошел парашу подращил, либо выиграл 10 лямов зелени, но лучше 10 лямов зелени выиграть. А что ты чувствуешь, когда ты проигрываешь крупные суммы? Чувствуется такая глубочайшая апатия. Ничего не хочется делать, ни с кем не хочется общаться, не хочется даже получить какое-то удовольствие от жизни. То есть, даже если я проебал бабки, и есть сейчас вариант пойти с самой красивой девушкой на планете в мире погулять, то я бы послал бы ее нахуй просто. Это такая ужасная хуйня, которая не позволяет, она не разрешает мне, даже вот это ощущение, оно не разрешает мне получить удовольствие от жизни. Поэтому алкоголь, кальяны, шары, блядь. А почему ты не можешь остановиться? Ты проигрываешь, не идет, проигрываешь, не идет. Это уже... Знаешь, все мы, как говорится, гонимся за первым разом. Я, возможно, до сих пор помню эти эмоции, когда выиграл эту М-ку «Рыцарь» за 360 долларов с кейса. И, возможно, я не могу остановиться, потому что я хочу получить еще больше эмоций с этой игры. Я депаю 100 тысяч долларов, у меня на балансе 600 спустя 10 минут. Я понимаю, что, блядь, со 100 сделать 600, надо по-любому выводить. Я сижу, думаю такой, короче, я мало еще эмоций получил, я мало еще поиграл, нужно еще поиграть, ладно, сейчас еще бальку увеличу. В оконцовке проебал. И одно и то же, старость, лысость, да. А сколько ты максимум проигрывал? Опа, кстати, есть такая сумма, я помню. Хоть и такие подсчеты даже не веду, но это что-то было около 5 или 6 миллионов баксов за день. А выигрывал 10? Выигрывал 10 500.
10 500. Когда ты выиграл 10 500 по эмоциям, это повторило вот те 360? Тот первый раз? Нет. Не, вот уверенно говорю, нет. Те $360, которые я выиграл, они были намного эмоциональнее, намного превосходнее, намного лучше, чем 10,5 миллионов баксов. То есть, получается, невозможно повторить? Это как с наркотиками. То же самое, да. Все всегда употребляют, стремятся к первому разу. Все хотят повторить эффект первого раза. Но в погоне за этим опускаются на дно. Я понимаю это логикой. Вот, блядь, это просто пиздец. Поэтому лудомания, то есть получается, лудомания я могу приравнить к реальным зависимостям. И причем знаешь, что, в чем фишка лудки? Ты хочешь постоянно, блядь. Ты выходишь на улицу, можешь сейчас бы ставочку поставить там. Сейчас бы, может, стримчик запустить. Сейчас, поиграть. Ты не можешь сфокусироваться там на природе, блядь. Типа, какое красивое солнце. Да похуй на солнце, блядь, у меня там ставка горит. То есть это тяга, постоянная тяга? Наверное, да. Тяги нет, если там ты вот поиграл плотно, там часов 5 в казино поиграл, выиграл до хуя. Да, тяга пропадает там на часов 5-10, наверное, пропадает. Ну, поспишь, просыпаешься такой, бля, похавать, что делать, начинается. Максимум там сутки-двое выдержишь без игры, потом по новой. Все, что выиграл, задепозитил и проебал. Казик тебе дает огромные деньги, но по сути ты идеальный клиент, потому что ты... Обратно все заношу. Обратно все заносишь. Ты, по сути, рекламируешь бесплатно в основном. Ну, получается так. Хотя, какие-то деньги я все равно потратил в развитие своего конкурса какие-то, там, выплаты за ТикТок. Сам жил на какие-то деньги. Какие-то машины купил даже. То есть, как-то вроде что-то хотя бы есть. То есть, не прям, блядь, знаешь, там, типа, все, что выиграл, все обратно заебал. Но 70% денег обратно залил точно. А ты заложник казино? Да. Сегодня казик тебе приносит больше радости или боли? Боли. Ты чувствуешь, что мог бы жить какую-то другую жизнь? Да. А какая бы эта жизнь была? Знаешь, вот я бы хотел бы, наверное, влиться в семью Дилары и Бустера, и вот чтобы у Дилары было 2 мужа. Вот. Мы бы, в общем-то, типа сделали, она бы родила бы там, да, там от меня, от Бустера. Бля, да ёб и ты в рот, бля! И чтобы Дилара, получается, родила от нас 2, и мы воспитывали близнецов. Общих детей. 2 стримеров вы воспитали. Как бы назвали? Например, как бы я бы назвал своего там ребенка? Да. Лудик. А ребенка Бустера? Ебать, провокационный вопрос. Он же сейчас заплачет. Ладно. Ну, давай, я бы назвал бы его Педро. Педро? Педро, блядь. У вас бы было 2 мальчика, Педро и Лудик? Педро и Лудик, да. Это какая-то сойдет, блядь. Как ты думаешь, что могло бы тебе помочь избавиться от лудки? Вероятнее всего, найти больший кайф в чем-то другом. Это вот было бы лучше всего. Ты думаешь, это возможно? Больший кайф, здоровый кайф. Это либо огромная любовь к спорту, либо влюбиться. Это здоровое увлечение, я считаю. То есть, вот если по-настоящему влюбиться в какую-нибудь девушку, то это должно быть сильнее, чем желание, блядь, депнуть поиграть в казино. Ты как будто одну зависимость хочешь заменить просто другой зависимостью. Полезной хотя бы. Хотя бы нормальной, блядь. Если бы у меня сейчас был выбор, вот нажать на кнопку, быть куколдом, либо лудоманом, я бы лучше был бы куколдом, на. Подожди, все, кто влюбился, куколды? Нет. Если уже утрировать очень жестко, эту влюбленность. Просто большинство парней ведут себя как куколды, большинство. То есть они ведут себя недостойно, когда влюблены. Я бы лучше даже вел бы себя вот так вот, но чем быть ебучим лудоманом, на. Так, ты просто обязан сейчас прояснить тогда, что такое достойное поведение при влюбленности, а что такое недостойное. Блядь, какой же ты жесткий, на. Я прихожу домой. Так. И вижу, как Бустер ебет мою девушку, с которой я встречаюсь и которую я люблю. Это фантазии, просто фантазии. Был бы я куколдом, я бы накинулся бы на Бустера, начал бы ему вырывать глаза, бить ему ебало. Если бы я был бы конченным куколдом без вообще какого-либо интеллекта. По моему мнению, это куколд. Здравая мысль – это понять, что когда я пришел в квартиру и увидел, что мою девушку Литвин… Подожди, Бустер или Литвин? Тише, это нормально было сейчас. Бустер с Литвином, они вдвоем уже
это второй вариант, то здравая оценка была бы, здравая, вот просто махнуть рукой, понять, что она убогая ***ха, с которой вообще я зря связался, и все, и уйти. Вот второй вариант – это достойное поведение, по-моему, на мой взгляд. То есть ни в коем случае нельзя бить с того, с кем изменила твоя девушка. Потому что самый главный виновник, вы просто даже не представляете, это ваша девушка. Если бы она бы к себе не подпустила, то никогда в жизни бы не было бы никаких измен, не было бы никаких парней рядом. Все зависит от того, что девушка ваша там с кем-то заигрывает и какие-то знаки внимания уделяет кому-то и так далее. Если чел ее он даже мог и не знать, что у нее был парень, кстати. Малстрой сегодня это синоним слова казино? Ну, на процентов 30-40, да. Не на 100%. Ну, не на 100, да. Потому что, со мной, допустим, меня знает много людей, которые там не знают даже, что я играю в казино. Они узнали меня по мемам, они узнали меня по шортсам, тиктоке, по инстаграмам, рилс. Русскоязычная аудитория, да, вот в большей степени знает меня как какого-то чела, который сидит там, пропагандирует казино и так далее. Но я даже позволю напомнить случай, что, как минимум, я всегда стараюсь говорить, что казино приводит то как к долгам, и то как к и так далее. И в казино вы никогда в жизни не заработаете деньги. Плюс я даже первый наехал на Тамаева, когда увидел и услышал, что он, как мой, грубо говоря, коллега, грубо скажем, он тоже там, типа, рекламирует там казино, ракетки, да, и он всем заявляет, что депая по 10 тысяч рублей, вот на той ракетке он поднял себе, например, на Роллс. Он поднял себе, там, например, на квартиру и так далее. Я просто, как человек, который в этой кухне варится, я просто понимаю, насколько он лжет, блядь. Он просто лжет. Меня возмутило просто то, что он может настолько лгать ради того, чтобы у него было просто больше рефералов по партнерской программе. Я ему на него наехал. Вот нахуй ты говоришь, играйте утром час в казино, днем час в казино и вечером час в казино. На самом деле, вот те тиктокеры, та вот аудитория, которая делают из этого шутку, вот они делают из этого зря. Вот ты видел в ТикТоке, например, видео, где как-то вроде в шутку как-то искажают его голос, играете в казино там или вставляют в какие-то мемы? Честно, не видел. Не видел? Ну, мне такое попадается. И с этого типа иронизируют. С того, что он пропагандирует и рекомендует играть в казино. Почему ты не скажешь, что ты зарабатываешь с того, что реферал зарегистрировался по твоей партнерской программе, проебал бабки, и ты получил половину на. А ты с рефералок же тоже зарабатываешь? Да. Ну, я эту кухню полностью всегда изнутри рассказываю, как есть. Показываю партнерские все программы, сколько я там заработал, сколько приходит, сколько не приходит. А как ты думаешь, ты многих вовлек в игру? В оконцовке да, и даже ненароком. То есть ты, например, замечал в интернете, что там делают нарезки с моими выигрышами? И вставляют там какие-то сайты, там, где фильмы можно смотреть. Они вырезают там 5-секундное видео, где я выиграл и подпрыгнул со стула. И вот там с надписью типа «Заходи, выигрывай так же» и так далее. С помощью таких мувов привлеклось очень много людей. Безусловно, из моих стримов тоже много. Ну, знаешь, еще один плюсик скажу, что мне писали, что я много кому помог бросить лудоманию с помощью своих стримов. Типа, вот сейчас сидел, захотел играть в казино. Он заходит на мой стрим, видит, как я играю, там, получает эмоции, там, видит, что я проебал. И он понимает, блядь, фух, что я не депнул. Вот таких комментариев, кстати, довольно много. Ну, я этому реально рад. Просто сидеть и выставлять в казино, это пи***ный зашквар вообще. На одном из последних стримов ты говорил, что вот такая затяжная апатия у тебя впервые. Ну, где-то месяца 2-2,5 подряд, да. При этом ты там триггернулся и забанил, по-моему, всех, кто был в чате, кто писал гадость. Да. Почему ты это сделал? Это озлобленность на весь мир. Это озлобленность на всех, на все. Потому что я от этого мира получаю больше намного, там, больше кратно негатива, чем позитива. И общая такая озлобленность, там, забань всех, все там, осуждаю, там, все плохие, блядь. А почему все плохие-то? У меня тяжелый случай, там в жизни произошел, там я проебал, там бабки, блядь, казики там подушли, да. Все начали меня хуйчить. Ну, реально, когда я выиграл 10 лимонов в зелени, там пиздец, там писали такие комментарии, что я самый лучший в мире, блядь. Что там, прям какой-то пиздец крутой и так далее. А тут, нахуй, все бабки свои въебал, залез в долги, и все сразу начали писать: нищий, ну что это твои казики? Каждый день это слышишь, каждый день это видишь. Плюс у меня самого сейчас тяжелая хуйня, и психика ослаблена. То есть я воспринимаю слишком близко к сердцу негатив. От этого идет озлобленность еще больше на мир. То есть, блядь, я хочу в тяжелый момент, чтобы меня поддержали. Просто сказать: бля, братан, все будет заебись,
ты выбирался из такой жопы уже не раз, все будет нормально, мы поможем. Получается, твоя аудитория или часть ее не прошла проверку на верность? Это 10 с ТикТока зашли. Там реально, это 10 с ТикТока ебаные. У тебя же много молодой аудитории, реально сидит, там, школьник. Да, это стрим смотрит. Вот, они залетают на стрим, смотрят, как ты там поднимаешь там 10,5 миллионов, как ты летишь потом в Москву, там, скупаешь супердорогие тачки. Они такие думают, что вот, Казик — это путь к этому. Хочу быть как Малстрой. И они не видят вот эту обратную сторону, что Малстрой — это очень несчастный человек. Но на текущий период это факт. Ну чего, ну прям очень. Не чувствую себя счастливым, да, но я бы не назвал себя очень несчастным. Руки-ноги есть, живой, здоровый, семья есть. Есть карьера, ну, как бы, какая-никакая, но есть. Норм. Да, но который при этом заложник казино. Да. Смотри, ты поругался с 5 казино. Ну, со всеми практически, да. А почему ты так не дорожишь отношениями с теми, кто тебя кормит? Лудомания. Она к этому приводит. Ты не дорожишь вообще никем. Реально, лудомания убеждает тебя в том, что, ну, по крайней мере, в моем случае, что я могу спокойно жить всю оставшуюся жизнь просто один. Реально. Может быть, из-за того, что я лудик, и у меня уже отключены эти рецепторы, блядь, какого-то сочувствия к кому-то, да? И, возможно, из-за этого я не извинился перед Моргенштерном. Хотя, может быть, стоило. А может, не стоило. Хуй знает, может, я правильно сделал. Это уже оценит аудитория, которая это посмотрит. Если бы не лудка, может, я был бы добрее. Ну, ладно, понятно, что мы бы с тобой даже сейчас не виделись. Я, скорее всего, работал бы электромонтером, нахуй, за $300 в месяц. И жил бы в Беларуси? Да. Ходил бы уже в армию. Отслужил лопатой, я покопал бы лужи, блядь, там, нахуй. Покрасил бы снег, блядь. И все. А тебя это пугает? Меня пугает 1,5 года. Армия, наоборот, блядь, я бы и подхудел бы, подкачался бы там, ну... Подкачался в плане того, что привел бы мышцы в тонус, точнее. Пугает 1,5 года без лудки, да? Ты жесткий, блядь. Ну, а по факту... Я сижу в душу изливаю, нахуй. Бля, лудка, это полная хуйня. Бля, что ты в армию боишься пойти из-за того, что 1,5 года в казик не дыхнешь, нахуй? Пиздец, ты жесткий, нахуй. Это просто 1,5 года жизни. 1,5 года без кого-либо, без людей. Я уже привык к какому-то такому образу жизни. Привык там... поднаплюхать какой-нибудь бабе. А в армии кому я поднаплюхал? Прапорщику, блядь, или он мне, нахуй? Жена у прапорщика. Да я не чужих жен. Я максимум, ну, пошутил, блядь, пару раз, нахуй. Ничего страшного, блядь. Что такие все нежные? Ты только говорил, я всю жизнь мог бы прожить один, спустя 5 минут. Ты говоришь, ну, я уж привык все-таки быть в компании. Да, но я про один сказал, что лудомания меня убеждает. Все-таки я считаю, вот, по-настоящему, что люди нужны. Но просто лудка, она вот реально отдаляет от людей. Она убеждает тебя в том, что, блядь, похуй, один останешься и так далее. Мы вот про лудку говорили. Вот, это страшно. Глеб Тренер-Дождя говорил нам, что каждый лудик играет, чтобы отыграться. Ради чего играешь ты? Это моя работа. Зарабатывать деньги. Учитывая, что я уже достиг всех целей, которые я хотел, как стример, теперь я хочу просто стать, блядь, мега богатым, нахуй. И я почему-то думаю, что я могу таким стать только с помощью казино. Но сегодня, когда я приехал, ты сидел там, поигрывал? Ну да, я бонуску одну купил. Ну да, ты же не стримил. Не стримил. Получается, играешь ты не только потому, что твоя работа. Это редко очень. Типа, меня на стриме даже часто этот вопрос задают, играю вне стрима. Пару раз в месяц, может быть, играю вне стрима. Последние месяцы. До этого вообще не играл практически. Просто я думаю, что даже если бы стримов не было, ты бы все равно играл. А я думаю по-другому, что если бы мне казино деньги бы не давало на игру, я бы, возможно, бы там после этого пару дней постримил, пару дней поиграл бы, даже без стримов, проиграл бы все деньги и, наверное, казино бы забыл, я думаю так. Хотя, блядь, опыт у меня уже лудомании огромный. Я уже привык к этим эмоциям, выигрывать, проигрывать. Дофамин бэм, потом кортизол бэм, 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 бэм. В этих качелях страшных жить это пиздец. Даже в этом казино, вот при отельном, да, проиграл сколько, $800 тысяч или больше? Последний раз, да. В суммарно это 1,5-2 миллиона, блядь. Хотя я мог это сделать хотя бы на стриме, а я это сделал без стрима. Ты без стрима это сделал, да? Да, кстати. Блядь, жестко. Получается, играешь ты не только на работе все-таки. Ну да, наверное. Ну, получится так. Представим, что цель, которую ты сегодня мне озвучил, это
стать стримером с $1 миллиардом, Допустим. осуществилось? Проебешь все в казик? Ну, это сложно. Но, возможно, я не стану стримером с $1 миллиардом из-за казино. Может быть, мне нужно принять грубое, но ответственное, серьезное решение. Это уйти из казино и реально стать кем-то другим. Имя какое-то, какую-то известность определенную я уже приобрел. И, возможно, мне стоит отдать какие-то другие проекты. Создать свой какой-то бренд, одежду. Вот начать с базовой вещи, одежда. Мерчик свой создать. Виски, например, хотя бы. Ну, и то хотя бы как-то полайтовее, допустим. Какой-то свой виски. Конор так делал. Да? Это круто. Чувствуешь ли ты угрызение совести из-за рекламы казино? Мне брат это навязывает. Наверное, что такое есть. А как он это подает? Знаешь, вот точную формулировку, как бы сказать, сложно, но у него прям видно, и вот он... Видно, что, горит от того, что вообще я этой деятельностью занимаюсь. У него горит по двум причинам. Что с семьей отношения в полный пи***ц превращаются. Потому что я лудик там могу реально, грубо как-то ответить, не проявить должного внимания и так далее. А вот второе, это то, что, да, вот все-таки ему пишут Боровы, зрители, что проебал всю жизнь в казино, хочу умереть. Да, у него это хуй горит. То есть его прям трогают, да, эти истории? Ну да. Но он как человек, который не играет в казино, я его понимаю, Мне тоже было как-то, наверное, неприятно читать. Ты прикинь, ты видишь, как брат твой родной, играет в казино, деградирует. Реально личность просто стирается, превращается в какую-то, равнодушную, безэмоциональную, дикую амебу. Но я бы тоже, наверное, хотел, чтобы он бросил казик. Но мы заложники этой хуйни пока что. Я привык к такому образу жизни, я привык столько месяц тратить, я привык не смотреть на ценники вообще, даже в ювелирных магазинах. И тут придется, понимаешь? Получается, я поставил свою жадность выше людской боли. Так. Где-то в глубине души это так и есть. Но я реально это осознаю, и я реально хочу исправиться. Получится у меня это или нет, это мы уже глянем потом. Если семья поставит тебе ультиматум, разрыв отношений или казино? Ты жесткий, слышишь? Говорят, ты либо дальше играешь в казино, либо мы с тобой разрываем отношения навсегда. Но видишь, если я задумался, значит, уже чаша весов примерно наравне. У тебя глаза блестят вообще. Да, ты прикинь, это хуйня. Что еще происходит? Другие бы сказали сразу, что семья. А я думаю, зато честно. Ладно, смотри, сейчас обдумать так. Я бы выбрал семью, потому что, объясню, если бы я выбрал бы казик и стал бы даже самым успешным человеком на планете Земля, я бы зарабатывал $1 миллион в день, нахуй. И реально у меня было бы не было долгов, вообще просто, вообще просто. Я бы передознулся бы чем-нибудь. Потому что я уже понимаю это, что деньги это не та хуйня, ради которой, стоит нахуй ставить все на кон. Даже если бы я выбрал бы казик, начал бы много зарабатывать, я бы просто потом подумал, через 2 года, 3, это же реально, аморальный выбор. Просто пиздец, выбрать нахуй деньги вместо семьи, допустим. Это пиздец. Не деньги, а казик. Я просто, понимаешь, задумался даже потому, что мне было бы очень тяжело бросить казик, вот так вот. Вот знаешь, без сообщения от всех казино в мире, что мы с тобой больше никогда в жизни не будем работать, было бы очень тяжело. Возможно, как раз-таки меня и нужно выкинуть в этот реальный мир, чтобы я понял, как еще можно заработать, кроме казино. А сколько, кстати, вот это все стоит в месяц? Апарты? Апарты, Жизнь, девочки. Тут, я не буду точно говорить, в общем, много человек тут, где-то по 30 человек. У нас вся команда. Девушки, сотрудники охраны, в общем, друзья. Этот номер выходит в $5000 в сутки. Это примерно 150 в месяц. Какая-то скидочку, если сразу оплатить, то могут сделать 130, 140, 130, 120 может выходить. Плюс есть экстра услуги, это еда, кальянные, алкоголь, например, это еще 1050 в месяц. Выходит где-то в $1400 в месяц. Все это. Казик зло? Абсолютно. Вот тот момент, когда ты уходил в лес, это был пик твоего отчаяния? Или у тебя были... Не пик. Это было в Москве, отель «Радиссон». Я там жил. Я проебался свои деньги, взял 20 миллионов рублей в долга, и тогда я зарабатывал в день примерно 1200. То есть, это примерно месяца 4-5 нужно было работать, на что-то жить, работать, чтобы отдать эти долги.
И я впал в такое отчаяние, что, ну, там такие мысли о суициде были. Я в носках, там был дождь, осень, слякоть. Я в носках выбегаю нахуй из отеля, бегу к реке. Может, вы знаете, там этот Рэдисон. Вот, и там буквально через какую-то дорогу, там метров 150, наверное, 200, короче, река есть. Пробегаю через пост ДПС, они так смотрят, типа, блядь, что за хуйня. Короче, подбегаю, блядь, к реке, к перилам и останавливаюсь просто, и все. Там сзади уже подбежал там, друг, ну, успокоить, типа, остановить. От каких-то, ну, ебаных действий прям. Как-то вот так. Вот что такое лудомания. Суицидальные мысли были неоднократно, в общем, страшность. И каждый раз из-за лодки? Да. Только из-за нее. Вообще ни из-за чего другого. Не из-за того, что там девушки нет, не из-за того, что там, блядь, там я бухаю. Вообще не из-за этого, вообще даже ни капли. Да, это грустно, типа, ну ничего страшного вообще. А вот лодка, да. Это ебаный ужас. У меня огромная скидка в виде того, что каждый день мне казино платит деньги за то, чтобы я в них играл. Я не могу представить, что чувствует человек, который месяц работал, блядь, или полгода на вахту поехал, нахуй, куда-нибудь минус 50, блядь, заработал там 1 000 000 рублей за полгода. Приехал и въебался за вечер. Я бы на его месте уже все, точно, ну, блядь, все, пи***. Поэтому это у меня как бы, сегодня я пропал, набрал долгов, но завтра у меня будет обратный депозит. Будет попытка подняться и так далее, каждый день. А что делать с таким людям? Это жесть, это реально жесть. У тебя была цитата тоже. Рындыч на интервью Амирану говорил, что в концовке все придет именно к этому. Возможно, прав был. Рындыч на интервью, на подкасте у Амирана говорил, что я и Моргенштерн в концовке закончат суицидом. Это правда. Если не закончить всю эту хуйню, если я, допустим, не брошу лудоманию, пагубные привычки, алкоголь точно привычка, то да. Тебя пугает этот финал? Нет. Я знаю 1000 способов, как умереть красиво. А вот кто или что тебя поддерживают в самые трудные, темные моменты? Люди, родные, допустим, брат, мама. Они всегда прям, как бы я к ним холодно довольно отношусь, на самом деле, но они реально в трудный момент всегда напишут, что все будет хорошо, что не волнуйся, не нервничай, как бы вот, пытаться как-то поддержать. Пишут там люди, там, с которыми там я как-то еще давно довольно знаком. Иногда даже это приятно, но иногда, когда настолько все хуево, что эти слова, это просто пыльно. Чем ты обычно занимаешься, когда не стримишь? Бухаю. Вижусь с людьми, с которыми я приехал. Выходим в какое-то кафе, ресторан. Там просто бухаем, музыку слушаем. И на утро, там, в 5 утра, в 6 на выходах жестких приезжаем домой, ложимся спать. Ну, а примерно вот в неделю ты сколько раз побухиваешь? Раза 3-4 где-то. Но это крепко. Это плотный стакан такой. Это реально плотный стакан. Плотные виски? Стакан? Не, имеется в виду, что я, часто бухаю, короче. Вау, это что такое? Что это летает? Это какой-то ебаный шмель, блядь, огромный, нахуй. Где он? Не, он тебе на жопу сел. Не. Я чувствую. Да, я шучу. Я почувствовал это. А с какого возраста начал побухивать? Ровно с 18 лет. Сейчас мне 25, 7 лет уже. Ты до 18 вообще не пил ни разу? Вообще. То есть, слушай, я боксом занимался, там, прям реально довел. Что понимал, я даже думал 3 раза перед тем, как есть какой-то бургер в Бургер Кинге. То есть, это вредно для фигуры, для здоровья, это все хуйня. Тут хуйня. Для меня сейчас ебать бургер, нахуй. Это просто как моргнуть, нахуй. Понимаешь? В общем, запустила себя. Ладно, я еще верю в то, что в любом случае у меня хватит силы воли, хватит вообще в целом сил себя изменить в лучшую сторону. Ну, нехило ты так поляну-то накрыл, да? Угу. Это каждый раз. Питаешься, смотрю, хорошо. Плотно, Пиццу любишь, гречу привез, да? Это такая память о родине. Шашлычок у тебя, супчик, да, какой-то даже заказал? Чечевичный суп и семизалуп. Вообще. Паста. А это? Салатик, бурмалдатик. Картошка фри, конечно, блядь. Я просто не хочу там переедать что-то. Вообще налегке чисто, как закуска. Как изменилась твоя жизнь после того, как тебя снова объявили в розыск? Смотри, я же в Россию приехал, получается, месяца 2 назад, 3. Да. Тогда тоже был в розыске? Был. Но его убрали. Убрали. За обещание помощи. Нет. Нет. Да нет, конечно, блядь. Где ты видел вообще, что в правом поле
человека, которого разыскивают за обещание помочь кому-то, блядь, убирали из розыска. Я такой никогда не видел. Такого не бывает. Тогда как ты смог вернуться в Россию? Ну как, ну, типа, юристы помогли? Юрист. Да, юристы. Ну или юрист, наверное, да. Крутой у тебя юрист. Наверное, я не знаю, я с ним даже ни разу не виделся. Как говорится, лучше звонить Соулу. Да, лучше звонить Соулу, да. Ты, когда летел в Москву, ты допускал, что, ну, это вот дорога в одну сторону? Тогда было волнение такое, что я просто, знаешь, понимал, что процентов 60-70 шанс. Ну, что, ну, меня просто задержат в аэропорту прямо сразу. Задержат, повезут в отделение. И там уже, да будет свет, да нет. Хорошая у тебя поговорка. Но все произошло на самом деле круто. А почему рискнул-то? А почему рискнул? Потому что мне так заебалось путешествовать, блядь, ездить по этим городам. Хотелось увидеть какое-то отдушины родное, типа, блядь, что-то такого. Хоть я и белорус, блядь, но, знаешь, увидеть русскоговорящих людей, с которыми можно поговорить, блядь, на одном языке, а не хай, блядь. И так на английском не понимаю нихуя. И, в общем, хотелось заехать в стриптиз-клубы. Я был там в клубы, с какими-то старыми увидеться знакомыми. Ну, вообще, вот. Какое-то почувствовать, как будто я дома, блядь. Это ощущение хотелось. Давай тогда сразу проясним вот по поводу этого спорт-инвентаря, который ты обещал. Угу. А ты его в итоге купил? Да. Там хоккей сам купил. Кому? Если не ошибаюсь, детской секции по хоккею. Закупили инвентарь одной группе. Получается, плюс к этому всему я создал телеграм, типа HelpStroy, короче, там вот, типа, помощь, вся движуха. Просто не было там долго, но вот мама скинула мне дня 4 назад грамоту, выписанную на мое имя от Новозыбковского детского дома. В общем, если что, мы делаем. То есть там крышу в одном детском доме сделали, там в Гомеле, но там как бы особо, в общем, к этому относятся не очень, когда я помогаю. Почему? Потому что, может, я плохой человек? Может, из-за этого. Ты прилетаешь в Москву, чтобы пройти по вот всем местам, как говорится, боевой славы своей. Стриптиз-клубы, вспомнить все. Сука, это... В том числе ты же едешь покупать тачки. Я этого не знал, я это решил просто в моменте. А получается, ты как раз вот выиграл вот эти 10,5 миллионов. Долларов, да. Прям за несколько дней до Москвы. А сколько у тебя было на тот момент долгов? 2 ляма зелени. И ты их закрыл? Нет. Не закрыл? В том-то и дело, что я, когда выиграл 2,5, я должен был у типов, которых брал деньги, 2 лимона примерно. Я их не закрыл, блядь. А почему? Да я сам не понимаю. Ну, долго просто. И все. У меня на кошельке пиковое состояние было. Вот, получается, я выиграл 10,5, я до этого еще выигрывал, зарабатывал. У меня было 17 лямов, когда я ехал в Москву. На кошельке просто в телефоне. Зеленых, И типа, блядь, ну я не знаю, еще и не отдал 2. Как будто я настолько сильно абстрагировался от всего. Хотел так отдохнуть, заехать в стриптиз-клубы, просто в клубы, просто и... Вот, чтобы обо всем этом забыл. Ну, просто для меня это странная ситуация, когда ты должен 2 миллиона я долларов. Я понимаю, я с тобой полностью и при согласен. этом ты приходишь в клуб и скидаешься просто бабками. Я тогда в клубе, вот клуб это Тимати, я там раскинул 20 миллионов на. 20 миллионов. Просто в окно выкинул, ну, со 2-го этажа, в толпу. Это было жестко. Но это же не первый раз, когда ты что-то должен, тебе приходят деньги, и вместо того, чтобы просто эти долги закрыть... Я делал контент, да. Потому что я понимал, что если... Ну, где-то в глубине души, наверное, я понимал, что если сейчас я на всю эти бабки отдам долги, у меня не останется денег на какой-то контент. На то, чтобы там хайпануть и так далее. Я просто думаю, что это же такая очень удобная фраза, сейвящая тебя. То есть, когда ты говоришь, например, вот был долбоебом, но больше так не буду, тогда ты меняешься. А если ты по одному паттерну поведения действуешь, то это уже странно становится. Нет, в Москве ошибся. Во всех остальных разах, допустим, я должен был кому-то $1 миллион. Так. Выиграл 2. Но на эти 2 я завез такой контента, что у меня онлайн средний подскочил с 5 тысяч до 10. Там, с 10 тысяч до 20. Что понимал? Приведу пример. Когда я стриг всех на лоса стримеров, я был в долгах. Я мог на эти бабки не постричь стримеров, а отдать долги. Но я просто понимал, что на следующий день возьму долги под новый процент у этих же типов. И я буду как ебаная белка в колесе. Поэтому я пошел на жертвы. Я долговикам бабки не отдал именно в тот момент. Ну, в целом-то я отдаю, просто они ждут долго, блядь. И решил на эти бабки вот постричь стримеров. Благодаря чему количество зрителей у меня стало больше. Начал меня узнавать и так далее. Я завез контент для всех. Даже если у каких-то долговиков есть претензии, я не совсем как бы согласен как бы
вообще с этими претензиями, потому что, блядь, они получают процент за просрочку. Типа я взял, допустим, 100 тысяч долларов у тебя под 15% в месяц. Допустим, я отдал тебе через 2 месяца. 15 плюс 15. 130к я отдал, допустим. Что типа того. Так что они как бы, ну, за ожидание тоже какие-то деньги получают. А ожидание бывает долгим? Рекордное было 9 месяцев. Я учил, взял 50 тысяч долларов. Насколько я взял, я не помню, но не на долгий срок. То есть там на неделю, на 2, на месяц, на 2. А вернул по итогу через 9. Но я ему накинул 50% от суммы. То есть я взял у него 50, а вернул 75. Мы хотели вроде бы вам показать блокнот. Да. Долговиков, количество человек. Там Кристал, ну я это типа знаю, там 10 тысяч долларов должен, там Денису, там вот тут даты записаны, даже кошельки их, там кому-то 140 тысяч долларов, кому-то 70, 40, 10, 460, там, короче, 1 миллион рублей, там, ну вот. Суммарный долг какой вот здесь? Слушай, тут суммарный долг примерно, ну, 2,5 миллиона баксов, блядь. А то есть ты брал деньги, например, на игру у людей? Чтобы поиграть в казино. Да. У людей, да. И обещал им потом отдать с процентом? Да. Ну, они как бы зарабатывают на этом. Ага. Это тема я практикую уже годами. А есть люди, которые тебе долганули, но в блокнотик не попали по какой-то причине? Такие были, там, тупо, блядь, из-за забывчивости. Ну, они в любом случае остались в Телеграме и там. Давай поговорим про тачки. Вот ты приезжаешь в Москву с деньгами, едешь покупать машины. Для чего? Ты хотел засейвить деньги? Да. Первая цель была засейвить деньги. Вторая — это... Ну, я понимал, что это как бы обсуждаемая хуйня. То есть какой-то постик сделают, там, телеграм-канал. Мы заехали сейчас в салон, и я взял себе 5 этих тачек. Не прям хайп, типа, ну просто интересно. Хотя бы что-то сделал. Ну, купил тачку там, на 500 лямов. То есть в этом не было любви к автомобилям? Нет, у меня даже прав нет. Возможно, детская мечта. Реально, купить себе там Rolls-Royce, Ferrari, Lambo, блядь, Bentley, нахуй. Ну, это когда просто в исполнении детских мечт. Прикольно. Все тачки ты купил у Юры Джеткара. Вы же были знакомы уже до этого. Да, мы были знакомы несколько лет. Общались, где-то тусили, где-то там. Как вообще пришла тебе в голову идея купить Bugatti, которая стоимостью, по-моему, в 4,5? 4500. 4500. Это примерно 420 миллионов российских рублей. Это very дохуя. Это очень много. Когда я второй раз приехал покупать машины к Юрию в салон, он подошел мне и сказал: слушай, есть эксклюзивный вариант, есть эксклюзивная машина, типа давай сделаем. Я, подумав недолго, думаю, блядь, ну типа там какой-то задаток, не задаток, надо кидать. Он говорит, 500к задаток. 500 тысяч долларов кидаешь мне? Я привожу ее в Москву, и, короче, там сумму докидываешь просто. И все. Проходит несколько недель, я кидаю ему 1 600 000 залпом. Помимо тех 500? Я кидаю ему 1 600 000, потому что думаю, что как минимум 500 тысяч долларов задаток, и 1 600 000 это как бы уже там треть машины. Даже больше. Я подумаю, сразу за машину буду потихоньку закидывать. И все. А как оказалось, он всем говорит, что вся сумма задаток, блядь. А в целом, зачем тебе был нужен этот перформанс? Просто потому, что самая дорогая тачка? Я хотел приехать в Москву второй раз, и только уже купив машину, Bugatti, самый топ, реально жирный. Ну и, как оказалось, вот меня еще раз объявили в розыск, второй раз, в России. Я Юрию написал, слушай, уже не получается. Забирай 500 долларов. Типа, остаток закинь, остальные. И вот пошла возня. Но при этом Юра утверждает, что задаток вы обговаривали больше. 500 тысяч долларов был задаток. Я 1 600 000 скинул, потому что я выиграл в казике и подумал, блядь, я все равно завтра их проебу и закину ему сразу вперед на тачку. Так. Мы же даже никаких документов не подписывали. Я просто думал на честном слове и все. У вас переписка сохранилась? Нет. Почему? Момент с задатком я обсуждал в жизни с ним. При этом Юра, вот когда я к нему обратился, он сказал, что когда я получил деньги, я написал в переписке, что получил весь задаток в такую-то сумму. Вот. И позже ты эту переписку снес. Это было неразумно, это, наверное, была какая-то на эмоциях хуйня. Тут, получается, вопрос стоит только в том, какой был задаток, да? Если бы я доказал, что задаток был 500 тысяч долларов, то Юра не прав. Тут есть слово его, грубо говоря, слово твое. И, возможно, там переписка могла бы как-то пролить свет. Всю переписку очистил я. В тот момент, когда я понял, что они с Тамаевым меня кинули.
А как вообще вот Тамаев появился в этой истории? Это же ваша история с Юрой. С Юрой. Тамаев мне в моменте, когда я случайно на стриме эту ситуацию немного осветил и сказал, что там какая-то хуйня происходит с Бугатти, мне пишет в личное сообщение Тамаев и навязывает месяц, блядь, свою ебаную помощь. Типа, давайте, Андрей, и причем он еще общался так вежливо, обезоружив меня своей какой-то добротой даже некой. Типа, Андрей, я тебе помогу обязательно. Андрей, там это, то, прими мою помощь. Я и то месяц, блядь, примерно думал, принять эту помощь или не принять. И то я уже задумался, какой-то п***ь тут есть. Но я не мог его найти. И в оконцовке, окончательно подумав, я думаю, блядь, ну давай. И он подъезжает, они там что-то сами решают. Просто. Без меня. Просто. И все. Он подтвердил, что он забрал $550 000 у Юры. Тебе подтвердил? Мне подтвердил личное сообщение. Сообщение я тебе успел переслать себе. Да. Это причем он вчера написал. И при всем этом я предложил еще ему ситуацию. Давай ты за работу возьмешь $100 000, но верни мне 450. Ты мне возвращаешь деньги, я записываю видео, где мы все решили, где, ну, все, конфликта никакого вообще, там, никаких споров, вопрос полностью закрыт. Он в ответ написал, что я, типа, охуевший. И еще раз сказал, что мы обязательно встретимся, типа, мне пизда. Ну, пизда, знаешь, в каком смысле? Типа, он несколько раз припомянул, да не, я тебя бить не буду, смотри. На этом. У меня есть аргумент. Ты в слабой и позиции даже факт оказался. У меня есть переписка с Тамаевым, где мы вчера общались с ним, где он подтверждает, что когда приехал к Юре, он забрал у него $550 000. Так. Почему Юра ему отдал деньги, если за так было 600? И я Тамаеву написал «Окей, go». На его просьбы помочь решить всю эту ситуацию, да. Там как он вариант. приезжает, ему... показывает эту переписку, ну, и дальше он и там, Юра со своих денег, получается, отдает $550 000. Возможно, варианта другого не было. Не было другого варианта. Ну да. А почему не мне? Ну, почему деньги вернул не мне? Почему Тамаеву? Юра меня ставит перед фактом. Мы с Тамаевым все решили, у нас полный расчет. Я ему пишу, какие у вас подробности сделки, что произошло? Спросил Тамаева, говорит. Пишу Тамаеву, полный игнор. Что это значит? Вопрос тоже дискуссионный. Представим, что у нас с тобой какая-то там финансовая сделка, например. И я отправляю к тебе свое доверенное лицо, например, Ваню. И дальше у вас там с Ваней что-то решается. Но это мое доверенное лицо. Дальше ты мне что-то передаешь, как, там, например, какую-то сумму денег. Вот. И Ваня мне ее не довозит. Но это же я отправил к тебе Ваню. А почему это даже никак не согласовалось? Почему подробности сделки даже мне не разрешили даже узнать? Что это за хуйня? Я напрямую спросил, а что у вас было? Окей, если ты поверил моему, типа, представителю Тамаеву, типа, блядь, то... А почему мне нельзя ничего рассказать? Почему ты до этого орал, что вся сумма была задаток, а теперь уже отдаешь деньги? Что за бред? Какие выводы вообще глобально ты из этой истории сделал? Давай вставим еще кое-что. Тамаев мне сегодня передал, что если там какое-то упоминание всей этой истории будет, то он сделает так, что вписка это все не вставит. Плюс, кстати, еще угрожал с ним, типа, встретимся. Мне будет дискомфортно. Ну, его судьба накажет. Точно, блядь. Но мне главное реально отпустить эти обиды, блядь, на Юру, на Тамаева. Ну, то есть ты готов отпустить эти обиды? Да. Я над этим подразмышлял, думал. Тамаев почему-то думает, вот у него синдром Бога. Вот какой-то включается, и он почему-то думает, что он самый влиятельный на планете человек. Он мне писал, ты поймешь, что меня нельзя оскорблять. Чел просто кидает меня на полляма зелень. Он мне еще и угрожает. Типа, что мы встретимся с тобой обязательно скоро. Сука. Короче, я в ахуе от абсурдности ситуации. А вы пробовали вообще эту машину как-то продать? Что-то с ней сделать? Ну, она же не моя, типа. Ну, я же там не закинул за нее всю сумму. Я закинул за нее только для 600. То есть там же были, я так понимаю, разные варианты. У тебя, во-первых, есть там были другие автомобили, которые там хранились, по-моему, да, у Юры. Вы могли там продать эти автомобили, выкупить Бугатти. Или продать этот Бугатти и попробовать вытащить из него вот эти деньги. Это же не мой гемор. Это реально его гемор, а не мой. По справедливости. Такая сложная ситуация. Потому что, я так понимаю, машину уже выкупили. Ее пригнали уже в Россию. Она уже в России. Мне похуй. Ему похуй на мою жизнь, что я в долгах. Похуй. Почему мне должно быть не похуй
что он кого-то переодолжил, блядь. Что-то купил. Я просто услышал, слушай, при свидетелях, нахуй. У нас толпа вообще была, как он уговаривал. Типа, давай, 500 тысяч долларов там кидай, блядь. Запускаем процесс, все будет четко, все, я ей привожу ее и так далее. Типа, в смысле, лям 600, нахуй? Типа, это не я, чтобы просто сгорело. Потому что, смотри, нихуевая ситуация получается. У них лям 600, машина, а у меня нихуя. У меня просто минус бабки. Ну, почему я все потерял только? Правда, что он тебе предлагал вариант продать эту машину, но, возможно, ожидание бы составило несколько месяцев. И он говорит, что он предложил тебе такой вариант, но ты сказал, что мне надо быстрее. То есть мне нужны деньги сейчас. Я такой, не помню, что мне предлагал. А правда, что он отправил досудебку тебе? Да, иск. Беспокоит это? Нет. А что меня должно беспокоить-то? Ну, судебные тяжбы — это всегда неприятно. Нет. Ну, правил иск, он там 200 миллионов рублей за репутационные ущербы, риски. Ну, хуйнаны, да и все. После вот всех вот этих конфликтов ты пересмотрел там свою безопасность как-то? Увеличил охрану? Ну, за безопасностью примерно проследили, да. Плюс-минус, да. То есть тебя все-таки забеспокоил этот вопрос? Ну, блядь, ну я понимаю, насколько они подлые, беспринципные особи. Просто, знаешь, что мы забываем иногда, когда мы выебываемся на кого-то? Мы забываем, что мы все состоим из плоти и крови. Ну, ты тоже? Я тоже в том-то и дело. Типа, и те, у кого синдром Бога, тоже это немного забывают. Были моменты, когда ты, например, грел бездомных бродяг, дарил им какие-то подарки, деньги давал. Это в Москве, кстати, было. А что ты чувствуешь в этот момент? Вот, ну, и чувствую такое приятное. Блядь, я кому-то даже помог. Был бомж в Москве. Его Леха звали. Так. Я тогда пришел в KFC, с ним познакомился. Ну, увидел, что там что такой бомжик стоит. Короче, накормил его. Там что-то 1300-350 дал. Мы его забрали, поехали вместе с ним по стриптиз-клубам. Да, пришлось договориться, чтобы его пустили. Вот. Помыли его. Помыли, причем его стриптизерши. Ну, там они, они плакали, как там воняло от него. Просто пиздец. Но его помыли девушки. То есть, ну, для него это вообще первый раз в жизни такая хуйня там бывает. Ну, и там потусили и так далее. Я попытался с ним пообщаться, но чел... Дуб. Тоже ты дьявол-искуситель. Сможет ли он вернуться к обычной жизни? Знаешь, помог, хуесос, не помог, хуесос. Ну, я уже забил. Ты сталкивался с буллингом. Угу. Буллили только сверстники или сверстницы тоже? Девушек, кстати, нет. Это в основном были какие-то парни. Это было еще в колледже тоже. Это продолжалось. Ну, для меня буллинг — это какие-то, знаешь, подъебы, вот это вот, типа, попытка там, типа, возвысить себя. Ну, вот это хуйня базовая. У тебя был худший день в колледже? Там какой-то цыган был, я с ним первый раз вижусь, он просто тянет мне руку, здоровается, и сходу, я тебе сейчас руку сломаю, Я спрашиваю, что случилось, ну, типа, что такое? Просто так, Это было в спортзале. Потом я иду в раздевалку после этой хуйни, прихожу, и, короче, у меня ботинки, завязаны между собой шнурками. Портфель мой выкинут в окно, блядь. Ремень ножом разрезан, вещи все в мусорке. Штаны были в моей мусорке прям. Там одежда вся. Я просто охуел вообще. Я ни с кем вообще не грубил, ни с кем вообще не конфликтовал. Просто так, блядь. И, сука, короче, у меня прям вообще закипело. Я просто взял молча. Ушел вот к матери в киоск, сказал, все, забирай документы. Да я не могу их отпиздить. У меня кому позвать там их отпиздить. Не могу ничего делать, но я это терпеть просто не буду. Я лучше буду ебаным бомжом всю жизнь, чем вот эту хуйню терпеть. Мама передала все бате. И, короче, блядь, я такой думаю, все, я больше не пойду. И родители мне на утро говорят, будет мне? Говорят, просыпайся, пошли. Я спрашиваю, куда пошли? В колледж, они говорят. Мы выходим, едем на машине в этот колледж. Мне батя говорит, отведи меня в этот, там, где ваш, ну, как бы руководитель. Он говорит, доведи наш, типа, ну, нас в ваш там этот, блядь, ну, короче, класс. И, короче, блядь, это вообще был пиздец. Я такой вроде и стыд испытал, и, блядь, и вообще какие-то разные эмоции, прям это было жестко. Они поговорили, да? Мы приходим, этот класс закрыт, но там стоит этот чел, который все это сделал. При всех батя говорит, покажи, кто это сделал.
сука, ну я там проходит сколько-то секунд, и я такой, ну, типа, вот этот чел. Он подходит к нему, блядь, берет за голову и вот так он начинает хуярить просто. Батя? Да, блядь! Я просто, блядь, охуел! Прибегает этот старый мастер наш. Орет: батя, что ты делаешь? Типа, блядь, короче, просто забрали документы без каких-либо там дел и так далее. Ну, короче, такая хуйня произошла. Бля, ну это какой-то урон психике моей нанесло, блядь, я так скажу. Это все это вообще. Вот эту хуйню увидеть, терпеть, это вот парашу. Слушай, батя за тебя вписался. Ну, знаешь, не, вот я сейчас понимаю с возрастом, да, я тогда это просто как батя вообще не оценил, типа, думал, бля, дурак. А вообще, по-хорошему, я должен был, типа, это сделать, блядь, понимаешь? Типа, я должен был там ему бить ебало, блядь. Представим, что у тебя также был сын, который бы столкнулся с буллингом. Вот ты на месте бати так же поступил? Бля, отвечаю, не знаю. Но представим, что вот ты один, обидчик, охраны нет. Типа, если, допустим, моего ребенка просто так действительно, вот я уточнил и узнал, что абсолютно беспричинно унижают, там бы управляли эмоции. Там бы даже не логика управляла. Там и логика бы подсказывала, что нужно разбить, прийти и ебала. Ну, за ребенка каждый своего реально впрягется. Каждый, я думаю. Вполне возможно, что кого-то из людей, которые будут это смотреть, травят в школе, в колледже, в институте. Вот что им посоветуешь? Я дам конкретный совет от этой хуйни. Никогда в жизни не терпеть, не принимать эти оскорбления. Даже, возможно, попросить какого-то помощи. Погнали там, помоги мне отпить этого хуйса, блядь. Там, объясните родителям ситуацию. Поймите, я не хочу тут учиться, потому что, блядь, из меня делают полную тряпку. Не терпеть я эту хуйню не собираюсь. Родителям, например, так сказать. И записаться на какую-то боевую тренировку. Ну, вот самая лучшая тема — это бокс. Но, бля, ни в коем случае не терпи, потому что это аукнется через годы, это ебать как аукнется, если вы будете терпеть оскорбления, унижения и всю вот эту вот грязь. Петрушки, они это делают еще и публично. Они пытаются тебя унизить при всех. Самоутвердиться. Самоутвердиться, да. Иди изучи что-нибудь, работай, станешь успешнее всех этих одноклассников. Но не терпеть, самое главное. А ты понимаешь, почему именно в тебе видели жертву? Примерно понимаю. Почему? Потому что я не вызывал никакого страха и никакого уважения. Я, что понимал, был самым худым в классе. То есть, когда я пошел в колледж, я весил, что понимал, 50 килограмм. В этом же колледже, про который я все это рассказывал, где шнурки порезали и так далее. До этого, знаешь, что было? Почему я вообще вот уже не мог? Подходит ко мне чел, который весил 80 килограмм. То есть он был больше на 30 килограмм плюс. И подходит ко мне, он в столовой. Короче, задает какой-то вопрос. Я не помню, какой вопрос он задал. Я говорю, типа, ну да, или что-то такое. И он выше меня, вот такой просто. И бьет мне вот так в голову бычка, блядь. У меня такая шишка на голове была. Просто так, потому что меня мог отпить любой. Вообще любой, Вот, и я, на самом деле, за это им огромнейше благодарен. Они сделали из меня того, кем я являюсь, И теперь... Ну, возможно, они бы хотели работать на меня. Как тебя изменила смерть отца? Изменила ли вообще? Вот вопрос. В целом, когда я это узнал прямо на стриме. В общем, я это заплакал на стриме, блядь. Не успел с батей увидеться. Ну, типа, я прямо хуй вообще. Я знал, что там у него там рак, блядь, что там Цур за ним смотрел. Цура же не было в Москве где-то полгода, он за батей смотрел в Гомеле. А в Гомель я как бы официально приехать не мог. Батя уже там последний, там, ну реально уже, максимально ему было, там рак 4-й стадии. Был там прямой какой-то кишки с метастазами на печень, на почке. Ну там это реально пизда. Было обидно, что я с ним последний раз виделся до этого только за месяцев, блядь, 5. По чесноку Цур мне предлагал поехать инкогнито. Но я очканул. На похороны? Или на... Нет. Проститься? Когда батя еще живой был. Ну, прям когда уже было понятно, что человек уже умирает. Злился на себя за это? Ну, вроде бы нет. Потому что это уже не изменить, и себя корить за это, блять, как-то не особо правильно. Ты думаешь, отец гордился тобой? Он сам начал стримить. Он прям реально охуел, типа, блядь, от того, что, ну, прикольная тема вообще, проводить прямые эфиры, на этом зарабатывать. И это еще интересно. Батя сам стримил долго-долго. Он даже, блядь, там доходил до 3000 онлайна. При том, что я ему даже вообще никак не помогал. Вообще никому не помогал.
То есть я его не рейдил, там, ну, не отправлял ссылки на его стримы. Буквально за год-два до смерти примерно. Он стримил так вот, зарабатывал. Свои рекордные деньги сам заработал. Там, 300 или 400 тысяч рублей в месяц, за месяц. Типа он прям даже сам гордился этой хуйней. В целом, я думаю, что он гордится. Он, даже когда мы с Цурем ругались, он всегда пытался нас помирить всегда, как мама сейчас делает. Я думаю, что он мной, Цуремом гордится, блядь. И гордился. Тебе бы хотелось вернуться в Гомель как-нибудь? Просто прошвырнуться Слушай, по местам. конечно, вообще, блядь, не жить там, я бы жить там уже не смог. Ну, там реально, там даже вычислили бы мою квартиру или дом, там бы спокойной жизни бы не было. Но как просто приехать на недельку-две, погулять по городу, увидеть людей, посмотреть на их реакцию на меня. Ну, всегда они тоже удивлялись, типа, нихуя себе там, ну и так далее. Тоже земляк, там тоже, кто с Гомеля меня знает вообще. Посмотреть на родные места, там, ну, это все я с детства видел, блядь, и залететь к бабушке. Сейчас там, понимаешь, бабушка уже старая. Она мне недавно звонила, говорила, что максимум еще, наверное, год проживет, блядь, типа, можешь приехать. А ее нереально привезти? Там она уже очень старая. Не перенесет дорогу, да? Блядь, вот это, сука, надо, да, вообще. Да меня доебывается только из-за того, что я не пошел в армию, блядь. Меня судят за то, что я ничего не сделал. Просто ровным счетом ничего, блядь. А должен был, типа, видишь, вроде не долг отдали. Я понимаю, там, если бы меня судили за, там, какую-то реальную хуйню. Либо, блядь, приезжать, сесть в ВВС на дней 6, заплатить штраф, как минимум дадут штраф, или исправительные работы за то, что не пошел. И после этого, после того, как судимость пройдет, отправить сразу в наручниках в армию на 1,5 года. Такой расклад только будет. У тебя есть настоящие друзья? А давай определимся с понятием «друг». Давай. Кто для тебя друг? Друг, наверное, это тот, кто не будет радоваться твоим поражениям, в первую очередь, а в это время будет, наоборот, как бы, ну, желать тебе лучшего, помогать каким-то образом. Друг — это тот, с которым по-настоящему весело и хочется проводить время. То есть не только там хуевые времена видеть, а вот еще и вот хорошие. Ну, какая-то жертвенность должна быть между друзьями, мне кажется. Что ты вкладываешь в понятие жертвенность? Другом ли он мне будет, если я нарушу закон, и этот друг пойдет меня и ментам сдаст? Чтобы друг действительно даже при какой-то стрессовой ситуации, я сейчас подбираю самую стрессовую ситуацию, это реально задержание какое-то там, ну, допрос. Ну, я бы респектанул пиздец, если бы он держал язык за зубами. Даже если бы я что-то нарушил. У тебя есть хоть один настоящий друг? Кто подходит под такие критерии? Подходит под такие критерии, допустим, ну, Цурим. Получается, ну, как брат, как друг по совместительству, да? Абсолютно. Мама. Это вот мама. под эти же критерии подходит. То есть, ну, хотя с матерью немного тяжеловато, там, знаешь, как-то ебать весело проводить время, но это в любом случае, как бы, мы это отскочим. Но вообще есть один чел, наверное. Кто? Есть такой Саня, тип. Саня, там, он младше меня там на 4-5 лет. Угу. Но, в принципе, такой, ну, чел смышленый, такой, помогает, бля, тоже такой, ну, и, в общем, ну, как ведется как друг, короче. Знаешь, я бы просто, вот, у меня вот есть проблема, мы до сих пор выясняем отношения с людьми, которые там тут рядом, в том плане, что, блядь, типа, я хочу, чтобы мы не просто только вместе тусили. Потому что так получается, что, когда вот я выигрываю деньги, мы просто идем, максимум это бухаем, и все. Угу. То есть, ну, я не могу таких людей назвать друзьями, блядь. Ну, реально, просто не могу, мне язык не поворачивается. А кто они? Компаньоны, ну, я бы не назвал, там, каким-то грубым словом, типа, блядь, как там пишут, там, подсосы, не подсосы, нет. Мне тоже, возможно, их присутствие и нужно, потому что быть одному вообще это пиздец, реально. Персонаж по имени Игорь. Опа. Был твоим другом? Ну, вообще, по чесноку, да. Только знаешь что, я сразу скажу, что, блядь, я тот чел, который нахуй заставлял его лизать пятки бабам. Да. То есть для меня был какой-то контент и хайп, видишь, превыше даже дружбы. Ты заставлял его лизать ноги, целовал его девушку, кидал его телефон, доводил до слез. Вроде как я даже поцелуй с его девушкой, как бы, ну, для контента согласовывал с ним. Но он вроде был не против, блядь. Угу. Ну, да, это ненормальная хуйня, я согласен полностью, но в этом и фишка, блядь. Все опирается в хайп. Опять же, все опирается в то, что карьера на первом месте. Важнее друзей, важнее всего, блядь, для здоровья. А что ты почувствовал, когда он схватился за нож? Эта ситуация произошла, когда я созвонился с его девушкой, вот этой Мариной, но она уже была бывшая его. Она мне на том стриме рассказала, что он мне деньги воровал. Угу. И поэтому он всячески пытался там, блядь, себе ножом потыкать, чтобы я прекратил с ней разговаривать, потому что она много еще может рассказать, я так понимаю. Какой-то грязи, блядь. Прям ужасно. Просто смотри, в чем хуйня. Там Игорь действительно признался, что там деньги воровал у меня. Ну, возможно, я этого заслужил, а возможно и нет. Со стороны меня, как зрителя,
Это выглядит как буллинг. И я не понимаю, честно говоря, чем это отличается от того, что тебе разрезали шнурки и ремень. Того, что мы каждый день общались, улыбались, радовались, смеялись. В кафешке, блядь, каждый раз там ездили в клубы вместе, знакомились с девушками. Ну, мы полноценно дружили. Да, Игорь туповат, и мы, знаешь, как это оправдывали, мы это как называли? То, что Игорь красавчик завез контента. Он не агрился на это. Да, Просто дело в том, что он был вроде счастлив. Он был реально счастлив. Мы все были счастливы. Ну, блин. Просто это было жестковато, наверное. В какие-то моменты он вообще не выглядел счастливым. И со стороны это, правда, выглядит так, что ты на этом Игоре, в том числе, вымещал завозил, обиды блядь. за свой колледж. Ну или возмещал обиды. На идеальную дружбу это явно не было похоже. Это понятно. Но это токсичная дружба. Мы все на это закрывали глаза, в том числе и он. Потому что мы развивались, получали деньги с этого. По-моему, это реально не колледж. Как ты думаешь, почему Будка тебя предал? На самом деле к нему я относился вообще хуево. Он как будто, не знаю, как будто удовольствие с этого получал. Я хуй знаю. Он был моим таким довольно близким помощником. Реально, со мной там чуть ли не спал там в одном номере. Не в одной кровати, я имею в виду, допустим, там он на диване спит где-нибудь, а я там, допустим, в комнате. Почему Будка сливал инфу? Предполагаю, что ему нравятся деньги, он их обожает. И он человек такой, беспринципный на самом деле. Он реально может терпеть много чего, он может там... Но где-то он себя проявит с какой-то такой очень хитрой стороны. Такой щелик. Но на самом деле, как помощник, отвечу, он мне ебать нравился. На него какое-то плохое слово скажу там, да, там, или там, давай там еды, там, как-то грубо, да. Он не обижается на это хуй вообще, он наоборот, он улыбается, понимает, говорит, все заебись вообще. Такой, был точнее таким. Так ты его нахуй послал. Да, нахуй послал там вообще. Он как был мой, знаешь, игрушка антистресс. Так может он просто устал быть игрушка антистресс? Да скажи об этом просто. Старый, все, бля, я реально заебался. Не наебой же. Он держался у тебя, все это хавал за бабло. И в какой-то момент просто подумал, так хуй мне относится как к игрушке антистрессу, как к собаке какой-то. И поэтому я и наебал его в ответ. Окей. Ты со мной как с говном, я с тобой как с говном. Окей. Значит, по этой точке зрения справедливо. Правда, что ты ему доверял достаточно сильно? Слушай, он входил в круг прям очень близких людей. Правда, что половина купленных тобой автомобилей были записаны на Будку? Нихуя у тебя вопрос. Да? Как вы решили? А ты это узнал? Улица шепчет. И чтоб ты понимал, они оформлены на него до сих пор. Да! То есть даже после всей этой хуйни они оформлены на него до сих пор. А он тебя может кинуть? Может. Может, да. Может. Но я думаю, он не будет такого делать. Почему? Его отпить. Точно. Будут пить каждую неделю. Но он не кинул, все нормально. Вообще, все заебись. Если что, кстати, я даже что понял, даже после этого случая, я ему все равно помогаю. Там деньги на одежду скинул, на еду. То есть вы остались в хороших отношениях? Да, в хороших отношениях. Окей. Паришься ли ты о своем здоровье? Да. Последний год, полтора-два, задумаюсь очень часто. Это хорошо. Из-за этого, например, я стараюсь где-то меньше выпить, или вообще не пойти на какую-то тусовку, то есть как-то вот так. Последний чекап организма, допустим, я проводил где-то 3 года назад. Но это плохо, я как раз-таки планирую проверить полностью организм. Я понимаю, что какие-то недочеты будут из-за того, что стресс, алкоголь, еда, может быть, не всегда, далеко не всегда, полезная. Ты веришь в концепцию греха и расплату за него? Изначально нет, не верил. Но как будто жизнь заставляет и говорит об обратном. Сделал кому-то что-то плохо, кого-то почморил, оскорбил. Как будто через время происходит с тобой какая-то хуйня. Но в целом, наверное, все-таки не верю. Не веришь? Я думаю, я какой-то больше реалист. Но тебе не кажется, что предательство твоего окружения, падение на дно в зависимости и прочие беды, которые с тобой происходят именно сейчас, это бумеранг? Я думаю, наверное, стечение обстоятельств. Рил, просто я сам понимал, начинаешь играть в казино бесконечно, да? Я думаю, можно предугадать, к чему это приведет. Даже не делая никому ничего плохого. Ты можешь назвать себя одиноким человеком? Но знаешь, есть 2 степени какой-то одинокости. То есть, когда рядом с тобой толпа, никто тебя не понимает.
А когда есть там вместо толпы даже хотя бы один человек, который понимает тебя практически полностью, и тебе уже, ну, ты уже не одинок. Ну, вот я думаю, что как бы сейчас с этим проблема небольшая, но я не думаю, что я одинок. Нет, реально, не думаю. А в толпе, вот когда ты сидишь, например, бухаешь, и девчонки вот эти все рядом, которые приехали к тебе, ты чувствуешь себя одиноким в этой компании? Ну да, в компании какой-то как будто, ну, не своей тарелки, ну, наверное, какое-то одиночество есть в этом. Бывает, общение так нормально зайдет, там, посидеть там в мафию, поиграть, там, последний раз, вот меня научили в мафию играть. Мне понравилось, мы сидели там часов 5 играли, блядь, 6 даже. Прикольно было. Если подытожить, есть какая-то такая черта одинокости, но ее можно исправлять. Просто общение. Ты хотел бы жениться и завести детей? Жениться под вопросом, завести детей, да. Почему? Ну, знаешь, какое-то природное чувство, которое заставляет тебя изнутри продолжить свой род. И когда ты его продолжаешь, как будто у тебя ощущение, что ты уже... Ну, у тебя нет какого-то груза вот такого вот в голове. Это мыслей таких, блядь, типа... Там, умереть, там, не продолжить свой род и так далее. А счастливым ты можешь себя назвать? Больше да, чем нет. Тяжело, но это все справляется. Вот я был в жесткой апатии, вы приехали, блядь, и что-то как бы сразу как будто так прошло. Как руку отпустило. Счастливым, по-настоящему. Последний раз, когда ты был? Честно говоря, когда мне лет 17-18 было. Когда я еще вообще не бухал. Вот тогда, когда раздевал счет рулетки. Это было самое счастливое время. Если бы ты мог вернуться назад, например, в свои 17, и дать себе один совет, какой бы это был совет? Спрыгни с поезда алкоголя и казино в 22 года. Дай себе это обещание. И все. Может, лучше не запрыгивать на него? Я реально стал самым популярным русскоговорящим стримером по казино. То есть, преуспел в этой сфере. Вот Моргенштерн. Он пробовал запускать стримы. Какой там онлайн? Даже смешно. Там Литвин нам, допустим, тоже говорил, что там домработницей стану. Если бы он запустил бы стрим по казино, слушай, я тебе серьезно говорю, на 5-й стрим его бы смотрело 1015. 10. Меньше, чем меня. То есть они просто не понимают даже, о чем они говорят. И как вести казино стрим, нахуй? За какие ниточки эмоций дергать аудитории нужно? Ну, ты просто о казино-стримах говоришь с такой достаточно серьезной гордостью. Преуспел, да. По большому счету, ты зависимый человек. То есть зависимость – это болезнь. Заходишь, будучи зависим, играешь вот со своими же проблемными качествами внутри тебя, болями. Слушай, один на знаешь, один. У меня вот есть такая, фишка, что у меня получается монетизировать свои слабости. Какое будущее ты видишь у Новстроя, у себя, то бишь, в 30? Если не одолею свои пороки, да. Там вот алкоголь, лудоманию, то очень печальное. Если смогу, то буду, блядь, самым счастливым, крутым для самого себя. А сколько раз ты себе давал обещания и наебал сам себя? Неоднократно, точно. Это было связано вот с двумя вещами. Казик там, больше не буду там долги брать или больше не буду там играть. Нарушил. С алкоголем тоже было. Получается, твой внутренний стержень слабее, чем эти две болезни? Возможно, мне нужно просто больше попыток. Не все с первого раза бросают. Но я в любом случае не буду опускать руки и буду пытаться. А ты не думал в рехаб лечь? На крайняк реально поеду в какой-нибудь просто классный рехаб, без связи, без ничего. Про что примерно Зубрев рассказывал, только более комфортные условия. Там его в подвале держали, ни хрена себе. Да, но там у него другая история. Как бы, чтобы не выпить, это как бы другое. Пожить там, блядь, или там не поиграть там. Просто в деревне пожить там 2 месяца, блядь, да нормально. Представим, что у тебя все идет, ты в долгах, не можешь выбраться, популярность проходит и прошла. И что тогда? Можешь представить себе такой момент? Тогда моя человечность опускается и повышается животное желание хайпа. Я даже, возможно, буду создавать ситуации, где я не прав, но это вернет на мои цифры. То есть будешь газовать ради газа, возможно? Буду газовать ради карьеры. Так на самом деле делают практически все, блядь. Просто все считают себя святыми. Ты понимаешь, что у тебя сегодня имидж злодея, который бил женщин, который рекламировал, Казик рекламирует и подсадил очень многих на казино, который, в конце концов, заставлял друга лизать ноги. Как тебе живется с ощущением, с этим? А еще я педофил. Или там такого не было?
Можем добавить. Можем добавить, давай. Это меня не парит вообще. То есть это было, блядь, прав я или нет. А может быть, там, если разобраться в ситуации более подробно, так бы сделал бы каждый. Допустим, на моем месте. А может, нет. Да хуй знает. Бил женщин. Но я в любом случае за свои поступки ответил. Ты себя считаешь злодеем? Считали себя злодеем. Знаешь, что мне кажется будет? Меня все считают злодеем, но через пару лет, возможно, что все как будто созреют и поймут, что я таким не являлся. Тебе хотелось бы? Считаю ли я сам себя таким? Да. Блядь, нет, не считаю. То есть люди, которые видят в тебе зло, они заблуждаются? Во мне есть изъяны, очевидно. Ну, но... списочек был внушительным, перечисленный мной. Нихуй, там, да. Мне кажется, во мне все-таки чего-то такого, может, доброго больше. Мне так кажется. А ты не устал быть малстроем? Пока нет. Но нет такого, что ты хотел бы сбежать куда-то и какую-то прожить другую жизнь? Такие мысли были. Реально были, но я думаю, все-таки я бы охуел. После 3 недель, 4 или месяца. У меня даже была мысль путешествовать там по лесам, там, Амазонкам, блядь, там, по Африке и собирать какую-нибудь хуйню. Собирать какие-то редких бабочек, например. Коллекцию там каких-то таких вот насекомых. Редких. Прям редких. И знаешь, и поставить их где-то в полку, да, и там проходить мимо дома, и каждый раз смотришь на какое-то насекомое, и ты вспоминаешь весь этот путь, который ты проделал, чтобы его там словить. И ты вспоминаешь каждое это путешествие. Это прикольно. А почему именно насекомые? А может, не насекомых, может, что-нибудь другое. Это так я от балды подумал. Может, носорога, воском покрыть и дома поставить, живого. Точнее, вот в полный рост. Тебе хочется убить носорога или бабочку? Нет. Она же такая красивая, летает. Мне хочется подойти к носорогу, дать ему 20 килограмм мяса, чтобы он от переедания умер. Вот кайфа. И вот воском его покрыть и на вертолете перевезти себе домой. Ты думаешь, носорог ест мясо? Травоядный? Травы там нахуй 50 килограмм ему дать. Тяга к разрушению, я называю это. Пусть себе живет носорог. Сделай его из гипсокартона. Или пофоткай. Развесь фотографии дома, и вот у тебя память о путешествии. Не обязательно кого-то для этого убивать. Охуенный вывод. Купить можно все? Нет. 3 вещи, которые нельзя купить. Хочется назвать здоровье, но здоровье можно улучшить с помощью денег. Улучшить. Но не купить. Не купить. Поэтому здоровье. Здоровье. Настоящую любовь ты не купишь за бабки никогда в жизни. Вот именно вот ту самую настоящую, чтобы за тобой, как я, следили, там, да, такого ты не купишь. Прям настоящую полноценную семью ты не купишь. Уважение можно купить? Да. Не помнишь это ощущение, когда там, ты выходишь на улицу, вы там детворой выходите, там, вам по 6-7 лет, и там у вас человек 5 стоит, и у кого-то из вас, и вы знаете, что там у него есть PlayStation, приставка, или компьютер уже есть, все типа как? Или он выходит, у него там, помнишь, такие фишки, которые там играли? Да, конечно. Вот. И там у него там такая огромная кипа фишек, и там все знают, что его родители очень богатые. Но это не совсем про уважение, это про зависть. И ему-то завидуют. Но при этом ему лежит очко. То есть пытаются чтобы тоже играть. Искусственное уважение, но пытаются ему показать. Чтобы он проявил доверие к этому человеку, которому лежит очко. Как думаешь, малстроя уважают? Кто? Ты про всех говоришь? Индустрия, аудитория, какая-то случайная аудитория. В целом общество. Сейчас 60/40. 60 уважают, 40 ненавидят. Как думаешь, каким история запомнит тебя? Каким история запомнит меня? Зумеры запомнят меня, наверное, кем-то типа... Вот он ебал головой об стол, блядь. Он рекламил кладик. Фу, нахуй. Таким. Кто-то выделит какие-то хорошие черты у меня. Я там с ним вырос на стримах, допустим. Кто-то скажет. Кто-то скажет, там, типа, там, у него были самые лучшие тусовки, блядь, вообще охуенно. Кто-то скажет, нахуй, даже, что, блядь, у него были самые лучшие казино-стримы, нахуй. Даже кто-то так скажет. Да, это очень мало людей будет. Блядь, прикольно. То есть в целом история тебя запомнит? В целом больше позитивно, чем негативно, да.